Вы сейчас попали. Это первый стрим с лицом и, в принципе, первое что-то, что с лицом попало на канал. Всем я очень рад. И сегодня самое главное, что бы я хотел отметить, я сегодня буду распаковывать вот эту вот кнопку YouTube. Кнопка у меня, наверное, уже около 1,5 лет, потому что канал уже давно. И если раньше у меня было, получается, 100 тысяч подписчиков, за что мне и дали кнопку, то теперь мне дали, получается, уже 110 тысяч подписчиков больше, нас теперь 210 тысяч. Спасибо, что зашли. Напоминаю, самое главное это про розыгрыши. Розыгрыши идут, соответственно, 5 мибендов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Ежемесячно вы можете их выиграть. Приходите на стрим. На канале для стримов чаще всего он проходит. Все в прикрепленном комментарии есть, конечно же, контакты. И после этого, после того, как вы приходите, вы смотрите в прикрепленном комментарии у любого из сохраненных стримов перечень людей, которые выиграли. Обычно это не только 5 мибендов, а чаще всего, помимо 5 мибендов, это еще и каких-нибудь там 8-9 девайсов. Допустим, в этом месяце я еще буду разыгрывать из горячего. Это хейловские наушники, их будет 5 пар. Вот эти. Хаки Moon. Вот, после этого, после хейловских наушников, у меня, скорее всего, будут еще розыгрыши на миксайдеры, их будет 2 пары, и еще есть розыгрыши на триггеры. Триггеры идут 2 парами. Кстати, кто зашел, у вас уже 78 человек, я вам очень благодарен. Не забываем прожать лайк за то, что зашли, отметились. Саня, привет, Серчик, привет, Серега, привет, Валерия, очень рад тебя видеть, и вообще всех я рад видеть. Так, по поводу конкурса, в принципе, рассказал основное. То есть самое главное, чему все должны научиться, это научиться читать описание. А теперь по поводу самого основного, это название ролика, топ-10 лучших вещей для покупки на распродаже на Алиэкспрессе. До распаковки кнопки, я думаю, всем будет интересно, если я покажу вам эти девайсы. Сейчас я чуть-чуть приподниму стол и покажу, что я успел купить. Возможно, не успеет камера сфокусироваться, но тут как-нибудь что-нибудь где-нибудь поймет любой покупатель. Смотрите, вот это вот, можно сказать, одно из лучших моих приобретений в эту распродажу. Если вы посмотрите в описании к видео, есть ссылка на мой телеграм-канал со скидками. Так как я слегка шопоголик, я туда скидываю все, что успеваю купить. Эту колонку я успел купить за 4400, так же, как и некоторые мои подписчики. Надеюсь, что большинство моих подписчиков успело ее купить, потому что в целом она обычно стоит, ну сколько, 7. Сказать, что она супер, и вот, допустим, у меня сзади лежит колонка Anker. На нее я не делал обзор, я ее купил еще год назад, по-моему, ну если не год назад, может быть полгода назад за 5600. Это дело все равно звучит лучше. Это дело звучит лучше, вопреки всему, несмотря ни на что. На Соньке, скорее всего, я все равно буду делать обзоры. Прелесть в том, что я купил еще вот такую маленькую колонку. Я не знал, что их реально купить за 1800. За 1800 я успел купить. По-моему, дня 3 висела распродажа. Мелочь была и приятно. Вот, по поводу сейлов еще какая вещь. Я надеюсь, что кому-то из вас это будет интересно. Не забываем прожать лайк. И основное, что... Хорошие вещи, вот допустим, есть Meizu Pop Pro наушники. По большому счету они и так продаются, то есть их продают сотнями. Я не знаю, почему у них счетчик не идет, но как бы учитывая, сколько комментариев я получаю, сообщений от людей, их реально покупают сотнями. Они звучат хорошо совсем, я их не пиарю, это мертвый бренд. У них нет программы, но магия у них вот тупо в звуке. Также, кто слушал Meizu Pop первые или вторые, у них была проблема с громкостью. У этих наушников проблем с громкостью нет. Так вот, эти наушники можно было купить, получается, в принципе, по той же примерно цене, но единственное, использовать промокоды. Как вы прекрасно понимаете, сейчас промокодов уже не осталось живых, будем ждать, когда они их догрузят. Почему? Потому что Алиэкспресс потихо начал распродажу. Что значит потихо начал распродажу? Я, допустим, о ней тоже не особо и знал. Если бы мне не скинули именные промокоды, я бы в принципе не знал. Эти именные промокоды я скинул в Telegram, и поэтому я в принципе мониторил первые 2 дня сейла. И в первые 2 дня сейла стандартно ушли первые промокоды. Ну вот сейчас их практически уже и нет, есть только на Тмоле основная масса промиков. Вот. По поводу последних ушей, которые делали Anker. Anker делали Q30, Anker делали, недавно я также делал обзор, на беспроводные наушники R2 Pro. Что я могу по ним сказать?
ну, не шутя, не дешево. Не дешево, не дорого. 9000 рублей за эти наушники я бы Pro 2 бы взял. То есть, вы понимаете, Liberty Air, сейчас я покажу, о чем я говорю. Наверное, все-таки придется мне доставать из глубин. Это как раз к вопросу, а зачем польза? Ты покупаешь наушников, телефонов, чтобы потом сравнивать их миллиардный раз, повторяю, что на каждом обзоре. Понятно, что их можно продать, на это что-то купить, но если у меня есть деньги, чтобы купить еще что-то, почему нет? К сожалению, анкера, как я понимаю, не особо сотрудничают. Может, с кем-то и сотрудничают на русском тюбе, может быть и к счастью, что со мной никто не сотрудничает. Так вот, вот эти наушники звучат значительно лучше, чем эти, если на пальцах. Но у этих есть белый шум, и с этими нужно думать мозгом. Эти наушники просто запихиваются в уши, и мозгом можно не думать. То есть выбираете один из пресетов, и все в огне. Вот, при том, что минус основной вот у этих ушей, опять же по отзывам, потому что я покупал глобальную версию на Алиэкспрессе. У глобальной версии нет дырочки здесь, у глобальной версии дырочка наверху. Компенсационное отверстие это или, скорее всего, это микрофон. Я даже особо не разбирался, но по факту, учитывая то, что прошивка у тех версий, которые в России продаются, у этих наушников, еще раз, все, кстати, девайсы, о которых я говорю, есть в описании к видео ссылки на их чаще всего покупки, но там не на покупки, там ссылки больше информативные, то есть, чтобы вы понимали, почем их можно было купить во время сейла. Очень многие во время роликов точнее, после роликов мне описывают: польза, ты какого-то, кстати, меня Саня зовут, так вот, Саня, какого-то черта ты все время упоминаешь цену у какого-то девайса, там, $30. Почему 30? Ну, допустим, Havit Haki Time. Они мне так и не написали, и это неудивительно. Они продаются на Озоне, который я не люблю. Не люблю Озон, я люблю только Али. Но по магическому стечению обстоятельств на Озоне продаются за 2300. 2300 норм. То есть вчера у меня был обзор, там чертова туча косяков, но это Havit. У Havit есть просто бешеная тусовка их фанатов, есть бешеная тусовка людей, которые их пихают в YouTube. То есть, если вы их купите, после того, как чертова туча миллионных, некоторых 100-тысячных каналов облизали их, рассказали, какие они волшебные, вы их по-любому сможете продать. Если вы покупаете их за 2300, по большому счету никаких проблем не будет. Вот, если вы их купите за 5 или за 4, проблемы уже будут, потому что ничего в них нет. Ни программы нет, ни там какого-то суперзвука. Вот, и к чему это все? К тому, что в описании есть цены, по которым я купил конкретные девайсы, когда я скидывал в телегу. То есть, допустим, несмотря на то, что вот сейчас я, наверное, впервые в жизни хожу в футболке Levi's, я специально вчера 2 их купил для того, чтобы быть на стриме не в футболке твое, а то бы сказали, ты твое пиаришь, потому что твое я скидывал сегодня в телеге ссылку на их футболки. И я очень часто покупаю футболки твое по 200 рублей, потом их выбрасываю через месяц, через 2, через 3. Понятно, что у меня есть какие-то вещи подороже, но мораль проста. Расходники у меня являются расходниками. По поводу ушей еще. Соньки стоили, и, по-моему, так и стоят 12,5. Реально дешевле 10 Sony тысячные я не встречал. По звуку я напоминаю, что вот это все еще фавориты. И по топ-10 вещей, которые я купил. Как я и говорю, Sony. Соньки, кстати, вот посмотрите, когда я их выложил, они пришли мне, получается, за дня 3, наверное, но я сейчас в Петербурге нахожусь. И вот это, когда я говорил о локации, то есть не 11-й обозревал, он мне довольно быстро пришел. Вот сейчас колонки практически моментально пришли. Понятно, что неизвестно, когда я на них буду делать обзоры, но очень приятно купить задешево и иметь возможность на стриме уже сказать, что вот это по мне не суперзвук, это по мне хороший звук за 1800 рублей прямо с головой. Не забываем, кстати, поставить лайк за труды. Очень надеюсь, что у нас сейчас есть какие-то администраторы, потому что мне кажется, что очень много всяких спама. Не вспоминаем каналы, пока мы общаемся исключительно на этой площадке, окей? Что еще из новенького, чтобы вы не думали? Realme Watch S у меня уже давным-давно, наверное, месяц, и я пока не знаю, что о них сказать. Очень давно у меня, ну не очень давно, но больше 2 недель у меня GTS 2. О них я тоже расскажу, потому что в ближайшее время, потому что у меня есть еще GTS Mini. Их мне прислал производитель, по-моему, вчера. Вот за что уважаю Amazfit. Они просто присылают и вообще забывают про тебя. Через месяц пишут, не мог бы ты обзор, а потом через месяц пишут, а почему ты захейтил, какие проблемы. И ты их описываешь, и они эти проблемы устраняют программные. То есть такая как бы из разряда того, что я просто пользователь, но с какими-то там, с какой-то привилегией. Привилегией сказать, что не так, и в основном меня слушают. Почему? Потому что я слушаю вас.
Да, по поводу очков. Да, у меня QCAN B1, нет, это не B1, кстати, B1 у меня есть, и на них я сделаю обзор, может быть, сегодня вечером, то есть после стрима, скорее всего, я сделаю на них обзор. Еще из интересного, у меня есть спонсоры канала, за что им огромное спасибо, недавно начал это дело снова поднимать, завтра у них будет стрим, завтра, скорее всего, я не разыграю Huawei GT2, когда их будет 40 человек, я разыграю вот эти вот часы. А завтра я разыграю среди них триггеры, но триггеры тоже $50, на прошлой неделе Honor Watch GS Pro, уже, кстати, дошли человеку, разыграл, так что вот спрашивайте, если в пользу у тебя остаются какие-то товары, если ты их не продаешь, что с ними происходит. Вот они будут уходить вот туда. Туда это в плане спонсором канала. И не забываем, что еще, что есть телеграм-канал взаимопомощи, не знаю, у меня есть в описании или нет, но скорее всего есть. Там 5000 человек с мозгами, у большинства из них мозгов больше, чем у меня, это хорошо, потому что я там же также требую, точнее получаю какую-то информацию, какой-то фидбэк, я сижу там вечно, вы можете посмотреть мои посты с 2 аккаунтов, один из них, кстати, не администратор, а Зульфия, ручки здесь. Надеюсь, что они вас не расстраивают, потому что они с головой теперь. И что еще? Не забываем прожать лайк, давайте 500 лайков наберем, и тогда я вскрою кнопку. Если вы думаете, что больше 1,5 лет не вскрывать кнопку YouTube, которую кровью и потом я получил, это мне просто? Нет, не просто. То есть я бы хотел ее вскрыть, прям хотел бы. Но не вскрываю, может быть, это и хорошо. Вскрою сегодня. Что еще интересного? Это первая вещь, это вторая вещь. Какие еще вещи были с хорошей ценой? Вот здесь у меня Poco X3 где-то лежит, а я не знаю где. Вот Poco X3. Poco X3 продавался по 14700. Магия, как его можно было купить за 14700 опять же, по моей ссылке или там по любой другой ссылке, если вы видите ее где-то там в сети. Там все было очень просто. Если у вас нормальный аккаунт, что значит нормальный аккаунт? Вот у меня, допустим, есть администратор, я не уверен, что Вячеслав к нам пришел, но я надеюсь, что Вячеслав здесь. Спасибо, Вячеслав, если зашел, потому что Лера здесь, Model Party по сути нет. Зульфия, Алекс, всех очень рад видеть. T1 Pro, конечно же, советую, Нервоз. Так вот, по поводу Poco X3. У меня аккаунт на Али, конечно же, платина. Я его когда-то показывал, когда мне каждый раз пишут, что вот тебе плевать, тебе заслали. Ну, друзья, у меня есть специальный стрим. 266 тысяч рублей я потратил только 11 ноября. Если вы думаете, что я трачу только во время распродаж, нет, я трачу деньги каждый день. Я каждый день что-то покупаю, просто на часть из этих вещей я тупо не делаю обзора. Да? Часть я из них продаю, часть из них оставляю, и вот такая движуха и идет. Вот. К чему это все? Потому что Poco X3 у меня вышел также 14700. Каждый раз, когда я скидываю в телегу какую-то цену, я ее проверяю. В последнее время я даже, по-моему, один раз точно скидывал скрины. Скрины товара. И если у вас будет нормальный прокачанный аккаунт, то вы совершенно свободно сможете покупать по вот этим рекомендованным ценам от AliExpress эти товары. Ну, когда ты Poco X3 берешь за 14700, логично, что ты можешь его продать за 15700 легко. Вот. Но это уже из разряда, почему на меня подписываются люди, которые перепродают. Ну, это и неплохо. Больше подписчиков лучше. Не забываем прожать лайк, 500 лайков, скрываем кнопку. Хотя я сам, наверное, и без 500 лайков вскрою. То есть Poco X3 было тоже выгодной покупкой из разряда good. Это третья покупка. Четвертая покупка была Sony 1000 MX3, потому что 12500, учитывая, что это был официальный магазин Sony, также вот как получается 3 товара, но это хорошо. Это не супер выгодно, но дешевле 12, по-моему, 11800 я когда-то где-то что-то видел. Вот, это уже четвертый товар. Пятый товар — это MSFit. У MSFit есть одна особенность. Во-первых, их недооценивают в плане того, что их теперь много, они теперь попсовая тема. И хотя они попсовая тема, люди благополучным образом думают, что если они у всех, то они плохие. Нет, они не плохие, да, у них ZEP где-то подглючивает. Но вот это мои как были лучшие любимые часы, так и остались. То есть я протестирую эти часы, я протестирую мини, я после этого Z70 Mate дотестирую, наконец-то выгружу обзор и буду ходить вот с этими часиками. И понятно, что это не супер выбор для того, чтобы говорить, что вот MSFit крутые, потому что дядьку, когда видишь такими часами за 2000 рублей, это не круто. Но к чему я по распродаже? Они стоили до распродажи 3,
потом на распродаже 2700, потом 2400, и периодически они стоят в районе двушки. Двушка это уже хорошо. Понятно, что это раритет, понятно, что это как Монтана, но живучие мне нравятся. Мое же дело рассказывать, что, по моему мнению, являлось выгодной покупкой на Алиэкспрессе во время этой распродажи. По поводу Realme. Хотел бы сказать не по поводу выгодных цен, то есть на Realme. Это 7 5G, у меня был на него стрим, и помимо того, что у меня был на этот телефон стрим, у меня еще будут стримы на Realme. Realme не все любят. Realme, мне кажется, платят блогерам. Зря не делают это, потому что у них хорошие телефоны в принципе, лучше, чем Xiaomi за ту же цену. Черт знает, что с ними будет через год, но вот на данном этапе то, что я вижу, то, что я трогаю, то, что я тестирую на стримах, мне нравится. Вот, на этот обзор я так и не выгрузил. Но к чему я говорю о Realme? К тому, что Realme выгодно не продавались в эту распродажу. Может быть, они еще скинут деньги, скинут цены. К чему это? К тому, что, допустим, чтобы вы ориентировались, Realme 7 Pro должен стоить 19. На все вопросы я обязательно отвечу, Вячеслав. Потерпите чуть-чуть. Зэп везде подглючивает. Нет, Вячеслав, не везде, не на всех девайсах и меньше, чем было. Вот, обзор на Mi Watch был, а пар, давайте я все-таки выражу свою мысль, потому что это 6-й девайс, который не 6-й, потому что я его не советую. Так вот, Realme дешево не продавали ничего, включая часы. По-моему, часы они пытались продать дешевле, чем обычно, но никаких там супер бросовых цен в 2 раза или еще что-то не было. Про этот телефон на следующей неделе постараюсь рассказать, хотя он глючил, обнова пришла, он стал глючить меньше. Возможно, что-то хорошее я о нем и расскажу, но это только возможно. Это не всегда факт, как вы понимаете. И дальше, то есть это 6-е, у Realme халявы не было, если на пальцах. Но халява была у кого? 6-е место нашего хит-парада. В описании даже не смотрю, не факт, что я туда их указал, эти телефоны. Есть телефон Redmi 9T. Это то, что брать нельзя. Это где-то у меня M3 валяется. Вот это Poco, Poco M3 это был топовый девайс. Почему? Потому что за 9000 рублей его можно было купить на этом селе. 9300 и 9000 я скидывал. И вот это круто. А вот Redmi 9T это то же самое, но с шириком. Еще с чем-то. У меня был, по-моему, на стриме, говорил с чем. В общем, это покупать нельзя, потому что это очень дорого. Если вы видите в кадре обезьянку наподобие меня, которая говорит: беги покупай, значит что-то тут не так. Почему? Потому что это то же самое. Это прям вот Ctrl-C, Ctrl-V. Ты юзаешь один, юзаешь другой, а одинаковый супер лоукост. И за 9000 лоукост это цвет, блеск, красота. А за 11, 12, 13 тысяч рублей это накажите меня нежно, потому что когда ты видишь на Яндексе за 14 тысяч рублей Note 9T или M3, ну черт с ним, M3 можно, мы уже выяснили, на Али купить за 9. Так вот, когда ты его видишь за 13, ты думаешь, что что-то в этом мире не так. А когда ты видишь X3 за 14 на Али, вот в этот момент у тебя должно что-то в голове зашевелиться, и ты должен начать понимать, что чуваки, которые говорят «бегите в магазин», они как-то не то говорят, потому что с Али возвращаются деньги всегда. Да, очень много товаров я, опять же, почему пиарю? Я не пиарю эту платформу, я покупал на Gearbest, я покупал в свое время на eBay, если древние, настолько же древние, как и я, мне 37 лет, помнят, как мы делали специально карточки в Европе, чтобы с этих карточек можно было оплачивать, потому что к Свифту Россия была не подключена. И это все было печально. Да, я древний шопоголик, при том, который любил хорошие вещи и люблю. У меня там телевизор с Великобритании приплывал 40-дюймовый, когда их здесь практически в продаже не было. И жил, кстати, Эгегей еще сколько. Так к чему это все? К тому, что если у вас есть возможность подождать эту мобилу, и вы видите тем более плюс, подождите вы этот месяц, вы выиграете 4, 5, 6 тысяч рублей. Очень часто даже на лоукосте. Повторяюсь, X3 14300. Может быть, на Авито у перекупов они есть. Может быть, я не вдавался в подробности, у них нет подделок. И можно покупать там. Но я бы не стал. Вот. То есть 6-е место в нашем хит-параде того, что я выкидывал в телегу на этой распродаже, которая, кстати, закончится 28 числа. То есть, в принципе, если они еще выгрузят промики, а они по-любому локальные промики будут выгружать. Что такое локальные промики? Это есть у нас Алиэкспресс, он большой. А есть в России Тмол, он маленький, но относительно, но у них очень много продаж. Так вот, на Тмоле выгружаются свои промокоды, на обычном Алиэкспрессе свои, для Украины третьи, для остального мира 4-е. Все это я стараюсь кидать в телегу, иногда не кидаю, иногда вы сами их ищете, но, проще говоря, в течение распродажи они все равно выгружаются. И когда вы видите где-то заветную цену, пока вы думаете, вот я пока думал, утрированно покупал шуруповерт Метаба, все-таки купил.
не буду говорить где, мониторил его недели 2. В одном месте не купил, в другом месте не купил, в третьем месте не купил. В итоге купил вчера на 1000 дороже. Разница была во времени только в одном. Я подходил к супруге и говорил: милая, мне нужен шурик, точнее не нужен, у меня есть шуруповерт, но я хочу вот этот. Она говорила: так иди бери. Я пока шел брал, он уже исчезал. Вот что такое распродажа. С Али все проще, допустим, X3 висел, по-моему, ну не сутки, но 2. Вот, это место номер 6, правильно? Мы с этим уже делом поняли, все решили. Что еще интересного было? Smart. По браслетам. Браслета у меня нет, но, как вы знаете, если у вас есть телефон Huawei Honor или подобный их бренда, у Honor есть браслеты Honor Band 6. Он неплохой, они отлично считают сон. То есть это дело, кстати, по поводу ZEP, они у меня даже 28 минут дневного сна. Да, я уволился, и теперь я могу даже днем полчаса поспать. Так вот, Honor Band это любые браслеты Honor, браслеты, часы, которые я разыграю среди спонсоров, когда их станет 40, их сейчас почти 30. Так вот, все это дело довольно легко считает сон. И очень правильно. То есть у них есть умный будильник. Они прям до минутки, вот сколько я их не юзал, у них это огромнейший плюс. Потому что мы можем долго и упорно спорить по поводу того, насколько пульсометр хорошо работает. Про Q30 обязательно интернет-герой расскажу. Давайте не забываем прожать лайк за труды. Может быть 5 сотен наберем, и я вскрою кнопку YouTube, которая у взрослого 37-летнего человека больше года была. Это, если честно, самая моя желанная посылка, которую я, в принципе, ждал за последнюю жизнь. Так вот, возвращаясь к баранам из разряда 7-го места. 7-е место моего хит-парада с покупок именно на этом сейле были и есть еще пока, кстати, Honor Band 6 браслет. Этот браслет сейчас стоит 2,5 в рублях. То есть мы помним, что у нас курс просел, все печально, бла-бла-бла. Книса сам, добро пожаловать, вы приближаете часы. Вот. И еще раз, по поводу заманухи. Это, скорее всего, не замануха, потому что, если суммарно посчитать в этом месяце, я 100% на спонсоров потрачу больше, чем они на меня в раза 3. Я прям уверен в этом, но к чему это все? К тому, что это моя мотивация. Там нормально общаться с фидбэком. Сейчас я пока читать не могу, к сожалению. Сейчас буду читать ваши сообщения, но мы вернемся к хит-параду. 7-е место Honor Band 6. Также все в описании, все за сколько я покупал и что именно. По-моему, Honor Band 6 я не добавил, не успел. Но это один из лучших примеров. Я не видел Honor Band 6 дороже 2500. Может быть, на старте продаж где-то в Китае за 2300. Но если у вас есть желание, есть телефон Huawei Honor или вообще вы хотите подарить что-то красивое, вот, сколько надо проспонсировать? Генка Роу, просто стать спонсором канала, смотрите, это не донат. То есть не путайте, донаты я до сих пор не понимаю, как они приходят. Через Tube я понимаю, что они приходят просто вот не для всех стран. 8-е место. 8-е место этого всего дела я отдам в первую очередь не Mi Watch, а Nord. Вот. OnePlus Nord N10 5G. Это один, наверное, из 3 телефонов, которые за 3 года мне засылали. Но главное не в этом, потому что, вот, допустим, Xiaomi-шные я все покупаю. Еще раз покажу, какие тут телефончики. Huawei тоже покупаю. И черт с ним, прислали, протестировал. У него чертова туча косяков. Но из всех телефонов до 20 тысяч рублей, если люди у меня спрашивают: Польза или Саня, что мне купить? Вот я хочу телефон, чтобы он летал. Я говорю: иди покупай OnePlus. Ты почувствуешь, что это за оболочка, будешь потом ходить смотреть на этих безумных обезьянок, которые говорят: Xiaomi топ, или там, не знаю, ты не понимаешь, как Mi 11 должен работать, он будет через полгода, когда прошивку допилят, работать отлично. Или там с Huawei-скими сервисами еще какая-то печаль. В общем, ты почувствуешь, что такое хороший телефон, хорошая оболочка, очень близкая к iOS. И после того, как ты это дело сможешь почувствовать, ты решишь, будешь ли ты покупать их дорогие телефоны или нет. Так ближе к телу. Все-таки OnePlus Nord N10 каким-то невероятным лично для меня образом продавался во время этого сейла с этим 75-рублевым, почти там 74 рубля за доллар, курсом за маленьких 17 700 рублей. Вот кто-то успел купить. Ну вот просто, чтобы вы понимали, если ты купил за 17 700, ты можешь завтра получить его на почте и продать его за 19,5. Во всяком случае в Питере и Москве
завтра. Может быть, кто-то и не может, но у меня, как только я обзор на него сделал, у меня чувак его выпросил, мой друг. Я не буду говорить за сколько, понятно, что дешевле, но вот он его выпросил. Он его поюзал 2 минуты после айфона, кстати, и для своей девушки выбрал именно его. И я не пичу OnePlus, потому что это лютый оверпрайс. Вот я сейчас стрим веду. Генка РСВ, спасибо большое. И теперь у нас, по-моему, остается 10 человек. Но все равно при любом раскладе, друзья, все спонсоры, завтра будет стрим в 9 часов вечера, и я разыграю для вас триггеры за 50 баксов. А потом, я думаю, 10 человек мы как-нибудь наберем и разыграем Huawei Watch GT 2. А там может быть и GTS 2, но это не обещаю. Посмотрим, как народ будет приходить. Потому что в прошлый раз стрим был на 12 человек, а я разорялся 2 часа. Вот. Не забываем прожать лайк за труды. Почти 5 сотен лайков есть. Как только 5 сотен лайков будет, мы вскроем кнопку. Кнопка у меня, наверное, будет единственный раз в жизни, потому что вряд ли я дотяну до миллиона. Но свои 100 тысяч я заработал потом и кровью. Почему потом и кровью? Потому что 750 роликов все-таки это норма. У меня их уже, по-моему, 770 вместе со стримами. Так вот, все-таки о любимых моих покемонах. О OnePlus. Это 8 место. Это ультра нереально бюджетная тема. За 17 700 было умудриться купить. В телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, по-моему, ничего нет. Но, может быть, есть по ссылке... Да, в описании самое первое. Это ссылка на телеграм-канал с моими... скидонами. Опять же, если вы не успеваете реагировать, вполне возможно, может вам и повезет. Вы потом укупите, но не факт. Эрнст, спасибо большое. Данил Фрисов, привет. Прошу, большое спасибо за то, что кидаешь всякие смешные авы, но мы пока... Так, Фьюбум, спасибо тоже. У нас уже почти 8 человек не хватает для часов. Но все равно часы я буду разыгрывать через неделю. На следующей неделе Антон то же самое, спасибо большое. Я буду разыгрывать завтра, точнее, триггеры за полтинник, а потом уже еще что-нибудь. Где-то был 2 месяца назад, когда я Redmi Note 9 Pro брал. Так вот, по поводу Redmi Note 9 Pro. Он у меня, кстати, тоже есть. И у меня на него завязан один из номеров важных. Сколько он стоил? Он, по-моему, стоил в районе 15, кстати. Вот, в районе 15 тысяч, 15, а может и 14. Как-то я его очень ультра дешево покупал, тоже скидывал, это я не помню, если честно. Вот, 9 место. 9 место я, к сожалению, не могу показать вам данный телефон. Я могу показать вам вместо этого Pixel 4, мой основной телефон, второй основной телефон. Это Huawei P40 Pro. Вдруг кто не знает, очень часто у меня спрашивают, какие у меня 2 основных телефона. У меня есть 3-й основной телефон, это OnePlus 7T Pro. И 4-й основной телефон все-таки Redmi Note 9 Pro. А так я тестирую со всеми. Если вы посмотрите ролики, я тестирую с Realme, я тестирую девайсы с OnePlus, я тестирую девайсы с iPhone. Беру у супруги 11 Pro Max или 7 Pro свой. Вот, не забываем прожать лайк. Нет, я не заказал Mi 11, но это 9 место моего хит-парада. То есть, если бы я не покупал китайскую версию Mi 11 и не протестировал ее, я, наверное, купил бы глобалку. Почему? Потому что глобалку в начале этой распродажи, внимание, продавали за 49 тысяч рублей. Понятно, что вы, получив эту глобалку, вряд ли ее сможете, вот когда ее много-много людей получит, хотя вряд ли много людей ее получит, потому что не у всех есть деньги. Вы бы ее сможете, наверное, за те же деньги примерно и продать, потому что там будет и русский язык, там будут все еще Google сервисы. И на данный момент у Xiaomi, как я понял, нет проблем. Будут, может быть, проблемы, но на данный момент Xiaomi пока блокирует Google сервисы только в китайских версиях своих телефонов. И вполне возможно, я с этим еще не сталкивался, китайские версии телефонов нельзя будет перепрошить на глобалку. Я очень надеюсь, что можно будет перепрошить. Я не собираюсь вас дезинформировать, потому что это как минимум неправильно. И к чему это все? К тому, что Mi 11 на 9 месте за 49 тысяч рублей можно было взять. Единственное, вы всегда должны добавлять. То есть, если мне приходят телефоны до $200, там, если плюс-минус $30, иногда таможня не насчитывает. Но когда приходят телефоны по 50 тысяч, вы должны за ними мониторить. То есть в последнее время вам обязательно, если вы из России, быть зарегистрированным на Почте России. И в Почту России по треку обязательно заходить. Когда вы будете заходить в Почту России и смотреть по треку посылку, которая стоит дороже $200, вы сразу же сможете заплатить налог. В 99% случаев у меня происходит так.
И это упрощает. То есть у вас моментально через таможню проходит ваш товар. Еще до момента того, как он попадет на границу, у них есть информация о том, что налог оплачен, и у вас нет этого зависалого, когда ты сидишь, смотришь 2 недели на эту штуку, у тебя телефон там висит неделя, 2-3, и ты думаешь, что его там съели, или как в ролике в Ютьюбе, это посылка бедная, квадратиком падает и не доходит. Все будет хорошо, то есть можно покупать дорогие вещи, но нужно быть морально готовым, опять же, к спорам, длинным деньгам. Длинные деньги — это когда вы отдали за товар, и там вы один из этой сотни, который не получил его не то что вовремя, а получил бракованным. Шалявит, так я не уверен, что он за 49 будет здесь, хотя будем смотреть. Не забываем прожать лайк за труды, 440 человек на стриме. Напоминаю, что я Польза.нет, меня зовут Саня, мне 37 лет. Чем я занимался? Я был инженером. Что я делал? Я работал с ракетами, которые в космос летают. Иногда косвенно, иногда напрямую, в основном косвенно. И профессия у меня обычная. Инженер радиоэлектронных средств-телеметрист. Если кто не знал. Так что будем знакомы. Те, кто меня смотрят больше года, больше 2 лет. Или кто-то, кто 3 года смотрит. Я вас очень рад видеть. Я все еще также читаю комментарии. Все еще также сижу в группе в Телеграме взаимопомощи, где 5000 человек, где-то 400 человек, в основном хамла, забаненных. И плюс веду Телеграм-канал со скидками, опять же, то, что я успеваю купить. Вот, допустим, 10 место отдаю в итоге, вот топ-10 вещей, все-таки 10 место. 10 место — это Мифа А10. То есть Мифа — это тот бренд, который является для меня антиподом хорошего магазина. Мне не нравится, как они продают, мне не нравятся отзывы покупателей на них, мне не нравится, каким образом они презентуют свой товар, то есть они питчат его из разряда «мы самые лучшие», по факту они, хуже они анкеров. Но звук за их деньги у них самый лучший. То есть вы покупаете за 20 баксов колонку, и вы от нее, извините за мой французский, тащитесь. И то, что можно было купить за $20 Мифа А10, опять же, без кэшбэка по карте, без кэшбэка по обычного кэшбэка, это круть. Dolby Vision, напоминаю, что если вы благополучным образом будете так писать, вас здесь забанят. Спасибо большое. Зло абсолютное, наглость, второе счастье. Нет, все нормально. По поводу того, когда я говорю Tube. Tube 480, Tube 760. Это значит порядковый номер ролика на канале. Я себя таким образом мотивирую. То есть я хочу 1000 роликов сделать, потом так выдохнуть денек, и потом сделать когда-нибудь 5000 роликов. Это не самоцель. Почему? Потому что вот у меня очень часто спрашивают, чего ты не делаешь на колонку Soundcore. Очуменная колонка, там, не знаю, неплохие наушники, пусть чуть-чуть и бубнят, но за свои деньги топ, при том, что не 2 пары, а 2 коробочки таких новых я разыграю, и в тестах они себя плохими не проявили, они нравятся мне, моему ребенку 8-летнему, и вообще цвет, блеск, красота. Но не нравится мне вот сейчас, не хочется о них говорить. У меня есть какие-то другие вещи, которые меня больше увлекают, и это нормально. То есть поэтому каналы домашние, поэтому мне просто. Рекламы на канале все еще нет. То есть когда я вам говорю, друзья, что товар мне прислал производитель, это не значит, что производитель прислал мне товар, и я делаю так, как он хочет. Основное условие моего канала — это либо девайс есть, я его сам покупаю. Вот часто у MSFit'ов такая штука происходит. Я его покупаю, они мне потом еще что-нибудь присылают. Вот присылают, я между вами разыгрываю. Вот. 500 лайков есть, да, Богдан, но делайте так, чтобы вас не забанили, потому что за вот такие сообщения, к сожалению, Валерия, спасибо большое, банят. Вскрываем кнопку, давайте все-таки расскажу про тему с производителями, чтобы вы поняли. Я спецом минимальным образом общаюсь с производителями, точнее перекупами из России. Что такое перекупы? Это любой продавец, в принципе. То есть вчера я, допустим, делал на Hacky Time обзор на наушники. Его сейчас можно купить только, к сожалению, на Озоне. До этого они были на Али, но на Али они были 60 баксов, 50, а на Озоне они сейчас $30. И, в принципе, мне, своим подписчикам, ничего плохого рассказать о них, о недостатках, и сказать, что на Озоне, если вы решите с такими недостатками покупать, они стоят 30-ник. Не 50, не 60 и не 100. Это же хорошо, но так бывает прям нереально редко. И плюс там есть, понятно, пылесосы. Пылесос ты за 50 тысяч на Алишке покупаешь, и как-то, если первый раз, то с паникой. Робот-пылесос. А все остальное,
желательно, конечно, да, там в видео пойти за 60 тысяч купить, утрированно. Понятно, что у всех магазинов есть свои недостатки, все сетевые магазины платят налоги, снимают помещения, у них есть владельцы, и им тоже нужно кушать всем, начиная от продавца, от рекламщика и заканчивая блогером, который о них рассказывает. Так вот, в этом случае я делаю выбор, что окей, я буду рассказывать про русский какой-то магазин, ну, делать, это один раз из сотни бывает, давать ссылку на русский магазин, но, опять же, мои условия простые. Никаких технических заданий, никаких выводов. Единственное условие, понятно, они, если мне их дают, я на них даю ссылку. Все. Алгоритмы из разряда шильдика «это реклама», она может быть и появится. И я так понимаю, как мои подписчики, вы не против, и вам за это огромное спасибо. Но я пока в этом не нуждаюсь. То есть девайсов у меня хватает. Вот. Благодаря моему отношению, наверное, к деньгам у меня в жизни... Перед YouTube, во время YouTube, когда я на него очень много тратил, во время YouTube, когда он сейчас себя окупает, ничего не поменялось. И пока я сплю по 9 часов, я потом покажу аналитику, как 90 баллов я набираю в Зепе последние 2 дня, как сон. Как вы понимаете, что либо у меня вообще совести нет, либо она чистая. Так вот, она чистая благодаря тому, что мне не нужно никому, ни перед чем, ни перед кем отчитываться. Вот перед вами отчитываюсь и все. Да, я косячу иногда. Максим, спасибо большое за спонсорство. Напоминаю, что вы извините, но про спонсоров не напоминать глупо, потому что среди них я разыграл на прошлой неделе, в понедельник, Honor.js, умные часики. На завтра я разыграю триггеры, которые, кстати, дал FlyDG, но я дал и на Али ссылку, и на FlyDG местный. И Honor, Huawei-евские часики, когда человек будет 50, но я так понимаю, нас уже там человек 6 не хватает после сегодняшнего наплыва. Максим, завтра в 9 часов вечера приходи, но не придешь, все равно можно увидеть в описании или в сообществе в своем, что ты выиграл. Алекс, прошу меня не дезорганизовывать, потому что в мои 37 лет, о чем я, наверное, уже не думаю. Это, знаете, как анекдот, но когда... давайте, в общем, что-то странное не для детей я буду рассказывать все-таки на стриме для спонсоров, потому что здесь у нас есть девушки, дети и, в общем, будем чуть-чуть лояльнее. Так вот, к чему это все? К тому, что зеленым человечком я был 19 лет 5 месяцев, уволился по собственному желанию, все это выделю, может быть, скину в телегу и потом еще буду в инсте показывать, еще где-нибудь. Это нереальное стечение обстоятельств, мне безумно повезло, спасибо всем, кто был моими начальниками, если они меня смотрят, а вполне возможно они меня смотрят. Вот, карьера у меня не получилась, с тарифа ушел хорошего, пенсионера я уже с 29, сейчас я уже, наверное, совсем старый пенсионер, кто понимает, у меня 32 льготных года выслуги, но я все еще могу выбежать из 11 минут трешку, из 11, потому что не тренируюсь, и 100% подтянусь те же 17-18 раз. Алекс, спасибо большое за подгон, так что был я зеленым человечком очень долго, но не особо от этого что-то в моей голове поменялось, скорее даже не поменялось. Но барабанная дробь, спасибо за лайки, нас 450 человек, надеюсь, что вам будет интересно, все-таки там кнопка или нет, потому что я не уверен, и это, наверное, самое печальное, что я не уверен, кнопка там или нет. Так, на весу, магия жизни. Там картонка. Кто-нибудь, кстати, распаковывал кнопку YouTube на стриме? Наверное, миллионники распаковывали. Так, чтобы шелупонь, а-ля я. Вот так вот выглядит коробка. Вот так выглядит коробка. И... так выглядит коробка. У меня забежал сын 8-летний, чтобы посмотреть на нее, потому что он, мне кажется, ее ждал еще больше, чем я. Вживую-то увидеть норм, правильно? Дальше, IP, здорово, я сидишь или стоишь? Я прыгаю. Конечно, стою, потому что мне кажется, не особо культурно вот это вот сидеть на попе. Люди приходят, ну, может быть, когда-то в своей жизни, когда у меня выскочит что-то там, межпозвоночная грыжа, которая будет меня прям сильно напрягать, то я буду сидеть. А так, это какое-то уважение. Для меня вы моя аудитория. Ну, опять же, это мой субъективный такой подход. Такие мысли, может быть, не совсем нормальные. Вот. Напоминаю, что меня Саня зовут, и мы кнопку распаковываем. И смотрим. Вот так она упакована. Вот так она запакована. Вот так приходит такая-то бумажечка с, мне кажется, даже с подписью реальной.
Прикиньте. Ацукас SEO YouTube. Чтобы вы понимали, те, кто здесь первый раз, 484 человека, это кнопка YouTube, которая мне пришла года полтора назад, когда у меня было 100 тысяч подписчиков. И я сказал, что как только у меня появится лицо на канале, я ее распакую среди, не среди подписчиков, а среди подписчиков, потому что, ну, как бы это наше общее. Спасибо, что смотрели. И дальше выгружаем. Сейчас 5 секунд. Давайте, наверное, вот здесь еще есть Recognize Your Team. И даже лажешь. Сейчас я покажу, что на ней написано. Очень интересная подложка. Это чтобы повесить. А это надпись. Presented to Polza.net for passing 100 тысяч subscribers. YouTube. Все, мы победили. Теперь я могу ее куда-нибудь там поставить. Куда-нибудь. Пока сюда. Пусть пока там постоит, окей? Дальше. Теперь я смогу ответить на ваши вопросы, если... Ну не если, а я думаю, что стрим-то еженедельный в первую очередь для вопросов. Да, ура! Спасибо большое. Не забываем прожать лайк, как поздравление. Вот. И опять же, относитесь к этому из разряда чего? Вот почему я, допустим, клянчу лайки. Все очень просто. Моя аудитория никогда не будет супер юная. Я знаю, что на стримах в основном молодежь, за что и огромное спасибо. Но вряд ли я когда-то поменяю формат, и у меня будет из разряда «бери, покупай, набегай» или там «вот смотрите, какая упаковка красивая». У меня подход чуть-чуть другой, потому что я рассказываю так, что я бы хотел знать о железке. Возможно, я что-то пропускаю, возможно, что-то упускаю, и логично, что я это делаю через призму своего опыта. Как многие очень часто ругаются на то, что я слишком критичен. Но, друзья, запомним, что приходят люди на YouTube, они колеблются между одним и другим товаром. Я последнее время уже имею такой опыт, что я говорю, что вот этот товар хороший, вот этот товар, по моему мнению, плохой. Можете посмотреть отзывы, можете посмотреть аргументированные какие-то вещи из разряда там, цена и еще что-то. Можете принимать это мнение, можете не принимать. Но в этом-то и смысл меня как блогера. То есть я за 3 года через себя пропустил 1000 железок. Эти железки я как-то... Валерия, ну ты чего? Валерия, ты мало того, что администратор, еще и такие вещи творишь. Спасибо большое. Но это было не обязательно. Ты мне и так можешь позвонить без проблем в любое время дня и ночи. Олег, мне 47. Да, нас большинство, Олег, здесь старше. Я тебя успокою, 97% канала это люди старше 17 лет. Но вот эти 3% они являются костяком для YouTube в плане рекомендаций и всего остального. Так вот, лайки это единственное, что может каким-то образом мои стримы, ролики, еще что-то поднять в поиске. А это активная молодежь. А ее у меня нет. И тут такой дисбаланс, в общем. С одной стороны, молодежь смотрит, но не подписывается, потому что не веселый я чувак, тем более с ручками. Кстати, формат канала, Алекс, ничего ж себе. С ракет, Дима, приятно, Александр, 55, неудивительно. Сергей, 32, это уже молодежь, да, на этом канале. Сергей Михайлов, 63, уважаю, МК, 37, приятно. Вячеслав Николаевич, спасибо. Андрей Рогачев, вы старше 17, Дима 15, окей. Вот, видите, ощущаете? Иван, привет. Вот это маленькая активная тусовка, а вот у нас активная тусовка большая взрослых. Прямо очуметь. Дэн, вот еще один человек младше 17. Арик, надеюсь, вы что-то понимаете, это не сарказм. Окей, все, 18, значит отписка. Нет, Зульфия, 18 это не отписка. Старше 18, 97%. 14, но пока я 6 насчитал, 7 человек. То есть из 400 онлайн на стриме около 7 человек я насчитал младше 18. А логично, что в первую очередь они бы написали 9, 10 человек, огонь. Опять Союз, мне прям безумно нравятся твои комментарии, не нравится твой логин. Ну ладно, твое право. Модел пати, будем считать тебя еще к нолик, потому что ты взрослый чувак у нас. 7 годиков, смешно. Нолик забыл записать, или двоечку, или троечку впереди. Михаил, спасибо большое за поддержку. Напоминаю, да не буду я напоминать, все и так прекрасно знают, что завтра стрим для спонсоров в 9 часов вечера, разыграю триггеры за 50 баксов. Через неделю, если будет 40 человек,
а их почти уже 40, по-моему, человека 2 не хватает, разыграю Huawei Watch GT 2. И еще раз, вся эта тема по поводу топ-10 вещей для BlizzCase, спасибо большое за подгон. 200к не предел, но очень надеюсь. Там уж посмотрим, как пойдет. Уже вроде 210к. Поэтому да, наверное, все-таки не предел. Так вот, все-таки про спонсоров. Завтра в 9 часов вечера разыграю триггеры, на следующей неделе Huawei Watch GT 2. А по поводу покупок, топ-10 лучших вещей. Так вот, все лучшие, самые вкусные вещи, они разметаются в течение ближайших, ну, наверное, получаса-часа. То есть, если это локальные площадки из разряда Озона, Wildberries и т.д. и т.п., где покупать так себе, потому что они выкидывают 2-3 вещи. Народ набегает, у них главное трафик увеличивается, народ смотрит еще что-то и покупают еще что-то, правильно? А по большому счету скидки вылетают практически моментально. Так вот, проблема этих, это проблема. А у Алишки проблем такой нет. Почему? Кстати, да, Близкий, ты там, надеюсь, еще не уволен, потому что 400 рублей это как-то очень много, и ты единственный донатер у меня сегодня за час. Спасибо. Собрат по цеху. Вот, к чему это все? К тому, что если вы успеваете купить в течение часа, то, скорее всего, вы успеваете. Яркий пример тому, это мой эпичный фейл. Эпичный фейл был 11 ноября. 11 ноября, выходя с работы, я достаю телефон и хочу купить ноутбук Honor Magic Watch. Honor Magic Book. У меня был на него обзор, и я его умудряюсь купить, по-моему, за 38 или 39 тысяч. Ну, где-то вообще прям неприлично дешево. После этого я дохожу до дома. Чтобы вы понимали, это 12 минут. Этот ноутбук я уже договаривался корешу купить, сделать обзор и отдать. Я собираюсь купить его себе. 12 минут с начала распродажи. Ноутбуков нет. Мир, Трудмай, жвачка, покемоны. Все. Вот они распродажи. И то я о нем знал, я к нему готовился, и у меня был капитал, чтобы вот пойти и купить. Надо было брать 2. Ну, как говорят по-английски, долбоящер. Эпичный фейл. Еще эпичный фейл был лютый, это когда мы всем интернетом ждали перед 11 ноября Sony 1000 MX3. Кстати, MX4 я все еще юзаю и все еще. Вот они, БТРочки тоже здесь. И усилок по-любому вот для них, чтобы сработать с аудюшечкой. То есть, если у вас есть компьютер, и у вас не крутая материнская плата, чтобы там была там звуковуха встроена, то вам нужна либо звуковуха, либо усилок. То есть у меня усилок комбайн, вы можете посмотреть на канале Фиевский тоже. Иначе это бесполезная трата денег. Да и в принципе, да, еще раз повторяю, кто там кричал с пеной у рта, все американские блогеры кричали, они одинаково звучат, вот эти вот наушники. Это Q30 были недавно на обзоре, которые я советую покупать, потому что за эти деньги они топ. И это Sony 1000. Ну, к сожалению, вопреки всему, несмотря ни на что, это дело рядом не лежало. Ну не лежало оно. Оно тоже звук воспроизводит, как и миксайдеры. Конечно же, на голову лучше миксайдеров, они стоят прилично. Но Sony, это дело не в бренде, дело не в том, что я за него топлю вообще. Потому что, когда я их покупал, а я их покупал по full прайсу, у меня слезы на глаза наворачивались. Я их очень хотел купить 11 ноября. Так вот, я вам даю слово, 22 тысячи они свои стоят. Опять же, если у вас зарплата 22, конечно, нечего вообще на них смотреть. Нет смысла брать вот в кредиты любые телефоны, наушники, еще что-то. Когда вы один, да, вопросов нет. Когда-то, когда я был, вот только там, начал работать, у меня там была какая-то фикса, и не было никаких мут, квартир, еще чего-то. Я пошел и купил телефон на всю зарплату, но я не брал кредит. Опять же, это моя политика. То есть я уверен, что те, кто смотрит этот влог, черт его знает, в общем, этот стрим, им интересно, каким образом я там что, в шахте золотой работаю. Нет, у меня чертова туча знакомых, которые получают ту же зарплату, как и я, финансово. Завели себя за 10-15 лет в такую нереальную что прямо аж трындец. А каким образом? Ну, им казалось, что звезды сверху падают. Им казалось, что... Опять же, если вам это интересно, давайте напишите. Если вам интересно, я это каждый стрим, наверное, рассказываю, что детей бить нельзя. Желательно там не курить, потому что это трата времени и денег. Желательно не пить, это трата времени и денег. Можно найти чертову тучу себе других каких-то слабостей, за которые тоже будешь гореть в аду, но они полезнее для здоровья и для кармана. Окей, интересно. Ну да, пока я с лицом. Так вот. Здесь мы сейчас видим, что я не скандинав, я не 2 метров роста,
у меня нет там белой шевелюры, ни сажень в плечах, и вообще антропометрия у меня довольно такая средненькая. Я четко понимаю, что у меня еще помимо этого нет 50 миллионов долларов на счету, помимо этого у меня нет каких-то скиллов, что я имею возможность считать в уме десятизначное на десятизначное умножать и знать, куда это применить. И плюс я не хочу обманывать людей. То есть можно пойти в бизнес из разряда, допустим, тем же трейдерам. Язык подвязан, приводишь клиентов, рассказываешь про золотые горы, у тебя 7 человек обнуляется, 3 человека выигрывают там по 80%, по 100% за год они имеют доход, они рассказывают еще 10, и за счет этого ты обогащаешься. Это дно. Такие люди плохо спят, у таких людей проблемы с семьями, с детьми, и хотя я не верю в что-то высшее, я верю в карму. Делаешь плохое, плохое возвращается. Делаешь хорошее, хорошее не всегда, один раз из 100 возвращается. Можно хорошее не делать, главное плохое не делать. Так вот, магия все-таки основной финансовой моей грамотности была когда-то. Это не, то есть я не заработал там супер десятки миллионов гонщик, спасибо большое. Я приходил к простой мысли всегда. То есть у тебя есть капитал какой-то, на что ты хочешь его потратить? Окей, у тебя есть квартира. Если нет, ну жила из себя, почки, не знаю, еще что-то, потихонечку покупай первое жилье. Если ты придумал какую-то тему, эта тема должна быть с минимальными капиталовложениями. Или это не тема, это риски. Понятно, что миллиарды делались людьми, которые рисковали всем и обнулялись и шли дальше вперед. Но когда мы смотрим их родословную, чаще всего у них дяди, тети, папы имели такие финансы, что они 300 тысяч раз бы упали в это самое месиво, и их бы подняли. У меня такого нет. Если у кого-то есть, о, круто, делайте по-другому. Я рассказываю про себя. Так вот, покупаешь ты одну квартиру. После одной квартиры все становится ясно. Либо у тебя есть мозг, либо у тебя нет мозга. Вот в моем случае у меня мозга не было. Это было хорошо. Почему? Потому что я понимал, что нужно купить еще что-то подобное, потом кто-то из моих родственников продаст, и потом можно купить еще 2. И вот такой стандартный советский алгоритм, он в принципе в каком-то смысле сработал. А благодаря чему сработал? Мне 37, я могу пойти завтра купить машину. И за 3 мульта тоже. И я не покупаю, и я не буду ее покупать. Я могу купить себе, там, не знаю, цепуру. У меня есть спалец, у меня тоже был этот период. Фарис, спасибо большое, что подошли Мне кажется, у нас уже есть 40 человек. Через неделю тогда Huawei Watch GT 2 разыграем. Так вот, все-таки по поводу подхода. Есть люди, которые в 20 лет выстреливают. Я не среди них. И в 30 лет я не выстрелил. Да мне 37, я все еще не выстрелил. Но у меня есть семья, я ее люблю. У меня есть жилье, у меня есть активы. У меня есть пассивы, и у меня есть очуменное хобби, это YouTube. И это все еще хобби. И как я когда-то на своей работе говорил, что работа для меня является хобби, ну так оно и было, служба-. Также я и сейчас говорю, что на YouTube, вот говорю, посчитайте первый год, сколько я потратил, второй, просто по роликам. Не дают мне с моим подходом девайсы никто. И это не я не жалуюсь, потому что у меня бы не было этих подписчиков, если бы я был просто физиком, и у меня был бы другой подход. Здесь не из разряда того, что давайте фейерверки, еще что-то. Благодаря моему подходу люди смотрят мой канал. Благодаря моему подходу люди приходят на мои стримы. Благодаря моему подходу у меня есть информация от этих людей. Вот есть Валерия, спасибо большое, что зашла еще раз. Есть Вячеслав, есть там Model Party, есть чертова туча людей, которые дают мне, наверное, больше, чем я, наверное, даю кому-то. Но я собираю эту информацию и делюсь с вами периодически. Так вот, мораль. Из всех перечисленных мной вещей, на которые стоит тратить, по моему мнению, деньги и время, это только хобби. Почему? Потому что алкоголь, но если у тебя есть антиген, ты на следующий день, после того, как ты вечером накидался, можешь работать, это круто. Я не могу. 12 лет я... 20 октября 2009 года я бросил пить. 9 октября и будет, значит, 12 лет. Чудил я люто. То есть, как и все. Может быть, когда-нибудь расскажу, но точно не на общем стриме. Или за меня кто-нибудь когда-нибудь расскажет, да и черт с ними. И то не факт, что это будет правда, потому что всю лютотень знаю только я. Вот. Второй момент по поводу курения. Я бросил курить также 12... Вот курить я уже бросил 12 лет назад. И курил я, когда Винстон стоил 12 рублей за пачку. И когда он стоил 12, он стоил 10, а потом стал стоить 12, я подумал, что это уже маразм. То есть я выкуривал там 2-3 пачки. Потом я курил Captain Black по 60 рублей, но денег уже хватало у меня. И, в общем, убивать себя, убивать своих детей в перспективе, 138 ядов и 14 канцерогенов, это неправильно. И это глупо, и сколько
я бы прокурил за это время квартир, то есть это даже не машина, ладно, черт с ним, квартиру бы, я бы прокурил в питерскую студию. То есть за 2 миллиона можно было в стройке в 2014 году купить в Питере студию, которая сейчас стоит уже почти 4. Так вот, я бы ее прокурил вообще свободно. Это мы берем по поводу курения, потому что алкоголь может вас не то что обнулить, у вас могут быть миллионы, и завтра у вас миллионов не будет. Вы начудите так, что просто в никуда. По поводу машин. Многие мне говорят, без них нельзя. Вот у кого нельзя, я таких, к сожалению, не знаю. Я уверен, что такие люди есть. Я прям на 100% уверен, у кого с бизнесом сравнивать, то есть там, когда тебе нужно кататься. Но, допустим, мне по работе кататься было не нужно. Единственное, что бы дала мне машина, извините за грубость, это две вещи. Это геморрой, и вторая вещь это большая попа. Потому что даже от того, что ты катаешься на самокате электрическом, у тебя активность ну, вообще маленькая становится. А магия в том, что мне 37, то есть мне не 20. У меня метаболизмы, как и у любого другого человека, становятся хуже. У любого человека они становятся хуже, и это логично. Так вот, если я, получается, трачу на то, чтобы выглядеть лучше, то есть я могу выйти, ну ладно, ну я крузак могу купить. То есть крузак, ладно, крузак я могу купить в кредит, но мне его дадут, самое главное. Так вот, я куплю крузак, буду выходить из него и, соответственно, буду становиться симпатичнее в глазах кого-то, с одной стороны. С другой стороны, я буду каждый день чувствовать себя идиотом, потому что я, ладно, бы его за кэш купил, то есть за 5 миллионов я не могу купить пойти машину. Я могу купить, ну, за мульт, да, за 300-500. Могу, но это не удовлетворит моих амбиций, вопросов нет. И это увеличит мою пятую точку. Зачем? То есть тогда зачем? Это, опять же, моя политика. Вы можете, точнее не можете, а правильно совершенно, что у вас мнение совершенно другое. Просто когда вы заходите на мой канал и видите девайсы по 10 тысяч, 20, 50, 30, и такие, а они ж каждый день, не спрашивайте, откуда у меня деньги. Вот именно оттуда у меня и деньги, потому что я не трачу на расходники тачки, на бензин, на место для парковки. Я не трачу время на то, чтобы думать, куда ее поставить, как ее помыть, как возить куда-то. Да, я катаюсь на бизнесе, то есть я вызываю себе машину, и я даже не могу представить, сколько мне нужно ездить для того, чтобы прокатать машину в 3 миллиона. То есть, чтобы мне кататься на Яндексе и прокатать тачку за 3 мульта, я, наверное, должен лет 15 ездить, кататься. Вот. Но, да, это, опять же, придет момент, вот как мне говорил, допустим, древний отец, это бред 37, вспоминает слова отца, но я с ним согласен. И почему бы, допустим, вот про игры. У меня очень часто, как и у любого другого блогера, приходят рекомендации, не рекомендации, а люди с букмекерских контор. Вот. И у меня был период, когда я играл, но я не проигрывал. Как я не проигрывал? Я записал себе, это еще было, когда я учился, когда я выпивал, так вот, я писал себе в книжке, сколько я потратил. Если бы у меня был минус там, хоть один день, я вам даю слово, я бы бросил. У меня был там всегда плюс. Мне тупо везло. То есть я один из тех дебилов, кому везло, и поэтому он продолжал. В один момент у меня друг очень сильно встрял на деньги, и я подумал, нет, вот так я точно не хочу, и бросил. Так вот, то же самое, наверное, то же самое в жизни. У тебя есть какая-то база, ты ее либо используешь, либо нет. Понятно, что все хотят выиграть сегодня. Так вот, что все-таки говорил мне отец, и я сыну говорю. Играть можно, в казино играть, в букмекерской конторе, везде вообще. Это круто, все можно ставить. Но в одном случае, я думаю, вы догадываетесь в каком. Это букмекерская контора, и казино должно вам принадлежать. Тогда можно там играть просто до упора, не знаю, до потери пульса. Потому что ты себе же проигрываешь, вот не наплевать. Ты увеличиваешь оборот, вы все понимаете, как это с деньгами происходит. Ничего плохого в этом нет. Так вот, не забываем прожать лайк за труды, за тот, кто пришел, за что? За то, что стрим как-то с техно перешел на такую странную плоскость, но я надеюсь, что она вам полезна. Так вот, к чему это все? К тому, что каждый человек, если он начинает понимать, кто он есть и какие у него в перспективе могут быть проблемы, и оценивать себя. То есть я себя оцениваю там 6-5 баллов из десятки, и так было всегда. В 18 лет, в 19 я просыпался и думал, да какого черта я курю? Мало того, что у меня не все в жизни хорошо, я еще и курю. И так я жил, к сожалению, 6 лет я курил, или 7, даже больше может. Я каждый день себя гнобил. С алкоголем такая же тема. Вот, по поводу машины, да, определенное время я копил на нее. Я ее копил на машину, приехал в Питер и купил квартиру.
понятно, в ипотеку, понятно, потом взрывал себе мозг, как расплачиваться. И да, это имело свои проблемы. Но я был уже чуваком с квартирой. То есть я был не привлекательным чуваком на тачке, хороший, но чуваком, у которого по выписке с ЕГРП, Единый государственный реестр, ЕГРН, есть уже квартира. И это норм в 20 с копейками. Вот, никогда не курил, это норм. Распаковка кнопки уже была, да. О том о сём, кнопка там стоит, спасибо, что пришли. И слушай, откуда деньги на телефоны? 300 тысяч раз, Андрей, в течение последних 20 лет я работаю. До этих 20 лет я тоже работал. И я умею вкладывать. И когда люди спрашивают: Саня, как заработать? Я отвечаю честно, никто вам не скажет, как заработать, иначе он просто вас обманет. То есть все эти темы из разряда «пойдем вместе сделаем бизнес» — нет. Это так, ну вот в моей жизни так не работало ни у кого. То есть идет чувак и нанимает себе людей потихой, либо что-то сам мутит, и тогда он получает кэш. Если он благополучным образом говорит «давайте вместе», значит он вас наегоривает. Он просто возьмет эти денежки, заберет себе, а вы останетесь. Ну, это опять же моя жизнь, мой жизненный опыт. Я уверен, что есть те, кому фартило, есть те, у кого команды большие, и кто благополучным образом что-то где-то выстреливал. Вот, я, можно сказать, в каком-то смысле человек-оркестр. И я таких людей знаю очень много. И их в сети, вы их лица не видите. Вы видите чуваков, которых они посадили. И это очень круто, что у них так получается. Вот, Олег, спасибо большое. И от этого, да, у меня есть деньги на девайсы. Я могу каждый день покупать себе, что хочу, и даже не обозревать в итоге это. Почему? Потому что, в первую очередь, еще раз повторяю, я покупаю все по очень вкусным ценам. В описании к стриму есть мой телеграм-канал со скидками и примерные цены, почем я что покупал. Вот, и сейчас, в течение первого часа, я вам рассказывал, как это выгодно купить. И когда ты покупаешь Poco X3 за 14 700, ты его сможешь также вот пообозревать, поиграться и продать. Понимаете? Когда я купил Mi 11, я знал, что я его также продам. То есть я протестирую его и завтра продам, потому что я был одним из первых. Потому что проблем с этим никаких. Да, я чуть-чуть потерял денег, но не полностью. Если, конечно, да, я покупаю там колонки по 2-4 тысячи, мне их не надо продавать, мне финансы позволяют тратить там по пятерке в день, ну как бы особых проблем с этим нет на девайсе. Тем более, часть из них я разыграю, часть из них я продам. Ну, в общем, все хорошо. Философ-практик. Патриот. Да нет, я не особо философ. Я, наверное, больше рассказываю, как себя успокаивал и тормозил. Потому что я уверен, что миллионы человек, у них все получается. Но сколько я не пытался, вот как бы, чтобы быстро где-то как-то взлететь, у меня не получалось. Я все время нагревался. И все мои знакомые также. Если посчитать людей из моих знакомых, у кого стоят квартиры в Москве недостроенные, к сожалению, их много. Если сказать и посчитать, сколько людей в погоне за деньгами имеют сейчас зарплату 500 плюс, но у них здоровье из разряда «вези завтра на кладбище», а им 35, да у них волос на голове нет, их тоже море. И тут пытаешься лавировать где-то среднее между вот этим вот суперкосмосом и чем-то эконом-классом без особых понтов в тачке под попой, но какой-то ролевой модели у ребенка. То есть, допустим, мой ребенок в 3 года, в 4, когда ходил в садик, у них был опрос, а чем ваши родители занимаются. И меня потом просто передала воспитательница, ваш ребенок единственный сказал, что мой папа идет бегает, потом работает, потом со мной играет, и я ложусь спать, и он работает. И как бы, ну, это мое право. Я могу как-то, мог бы как-то по-другому себя вести. Но мое право такое. И главное, я это делаю не для того, чтобы сейчас перед вами стоять, делал. И такой, у меня получилось. Нет, у меня не получилось то, что я хотел. У меня что-то из этого получилось. Но главное, в мои 37 я могу сказать, что я каждый день своей жизни что-то пытался. И может быть это как какой-то гнилой коуч, я рассуждаю. Я ненавижу все эти темы из разряда «завтра идем копаем, еще и киньте мне за это денег», еще какую-то лабутень. Это чистой воды НЛП у всех этих безумных обезьянок с их курсами. По большому счету вы можете просто взять, скачать с интернета все книжки Фрейда с монографией, прочитать, понять, что у вас крышка не съехала, и это хорошо, и в вашей жизни все отлично, и дальше жить себе спокойно. Вот. Но это такой жесткий лайфхак. Вот эти все, я живу с стандартными мыслями. Во-первых,
фразами. Одну из них я назову завтра, потому что здесь людей мало и они не взрослые. Вторая из них это сопли на кулак намотай и пошел делай. Третья мысль, это простая, как у всех из совка. Я в 83-м родился, я все-таки из совка. Если не я, то кто же? То есть, если я чего-то не сделаю, за меня это не сделает. И дело не в том, что не захотят, они не смогут. То есть, так как я могу сделать, сделает только он. Вот. И все. И собрался, и пошел. Теперь я могу отвечать на ваши вопросы. Саня вот хотел спросить, как твоя супруга относится к обзорам? Хорошо. Она рада, что я чем-то полезным занимаюсь. Если у вас до книжек Фрейда крыша не съехала, то после точно не съедет. И я с этим полностью на миллиард согласен. Процентов. Нет, фраза мне нужна сегодня. Роланд не понял, но окей. Ну, хватит уже рассуждений. Не-не-не. Дальше, да, Magic Watch 2 или Magic Watch GT. Идентично GT, Magic Watch 2 можно просто дешевле купить, чего я вам и советую сделать. Обзор на шнурок Vivo, он у меня лежит, мне он безумно понравился, но дотестировать, чтобы сказать, что беги, бери, я не могу, поэтому давай на следующей неделе. Давайте теперь, в общем, так как у меня уже фейс есть, кому-то необходимо, если будет, чтобы я обращался на вы, я буду обращаться. А так, если вы сами пришли на мой стрим, буду в массе своей обращаться на вы, а лично буду на ты, окей? Алекс, кстати, Саня, что же мне подарил на День Святого Валентина? У меня, если честно, Алекс, тоже в этом смысле очень плохой лайфхак. Я не верю в праздники. Я устраиваю праздник каждый день. То есть у меня нет проблем с тем, чтобы я вижу супруги. Ну, сегодня сошлось так, что я спросил у супруги, что ей надо. Обычная кофеварка, кофемашина. У нас была кофемашина, она сломалась, или капсульная. Вот мы сегодня, точнее, я сегодня купил капсульную кофеварку. Хотя она ей не нужна. То есть... Чтобы вы понимали по поводу женщин тоже, насколько мало того, что у меня красивая умная супруга, по поводу денег. Моей супруге, не буду говорить сколько лет, но за те 10 лет, что она со мной живет, она не ходила ни разу на маникюр. То есть она его сама делает. У нее хорошие ногти, у нее красивый маникюр. Я хорошо всегда зарабатывал, я могу себе позволить, чтобы она ходила маникюр, педикюр, вообще полный фарш, но она этого не делает. И все. То есть, ну, для примера. И это тоже конкретно экономит средства. Как непривычно, Глумов, но надеюсь, это сильно вас не бесит, могу на руки переключить. Для вас Vivo TVS все еще остались лучшими? Все еще да. Скажем так, они, понимаете, не лучшие для меня, они лучшие из тех вкладышей, что я тестировал. Скажи, что лучше. W51, кстати, стоп, Realme Buds Air Pro. Я бы взял W51, я бы себе взял. Realme Buds Air Pro я бы не стал брать, если только у меня телефон бы Realme был. По поводу наушников, кстати, вот W51 забыл в десятку включить, 3500 они продавались, я не знаю, народ вроде бы писал, что это нормальная цена для них, я считаю, что это не стандартный ценник, поэтому вот так. Майка с AliExpress, да, почти, только это Levi's из Levi's. Вот, а майка из AliExpress очень много у меня... твое, но как-то первый стрим проводить в майке твое, это было бы из разряда, я что, его пиарю? Хотя я в телеграм-канал сегодня скинул ссылку на футболки за 150. И почему я, кстати, скинул? Потому что я две такие купил, но не через Али и дороже. Вот. Что за смарт на Али будет, если на Али будет брак? Еще раз, у меня есть стримы, каким образом себя вести, если вам попался бракованный телефон. Тестил куртки с подогревом. Так вот, посмотрите его. Все очень просто. Самое главное снимать распаковку. Микола, по поводу курток с подогревом. У меня есть топ-5 курток на канале, и с подогревом у меня было 4 куртки. Одна из них, по-моему, 400 тысяч просмотров набрала. И в одной из них я все время хожу. Если вы посмотрите последние обзоры, в 90 фан, которая стоила 5000 рублей, которую всем засылали, и в том числе мне засылали, я в ней хожу. То есть это такой прямо ноунейм, супер ноунейм, и мне абсолютно плевать, мне в ней комфортно. Мне в голову не задувает. Да, уже у меня есть старый мой Адик Porsche Edition, который я обожаю. Но вот как-то сейчас мне комфортно в там, Man in Black ходить такой прям. И вот так. Так я себя чувствую. Пора уже свои майки выпускать. Зло, да нет, даже близко, у нас пока еще мало. Но мы в тельняшках, не забываем прожать лайк за труды. 740 лайков почти уже есть. Надеюсь, 1000 наберем. Все-таки первый стрим с лицом. И распаковкой вот этой кнопки, которую я благополучным образом сколько ждал?
я не ждал, она у меня года полтора уже лежала. Потому что за прошлый год я набрал всего 90 тысяч подписчиков. У меня было все очень эмоционально плохо на работе. Она меня расстраивала. Но и, как вы прекрасно знаете, еще все жаловались, что на YouTube тоже не супер-мега круто. Что за часы на руке? Это GTS 2. Вот, самые лучшие наушники Under Armour. Нет, это не так, и я их слушал, и у них еще и Bluetooth древний. Но, Крис, если вы хотите, чтобы вас умасливали тем, что эта вещь, это точно не на мой канал. Почему? Потому что при любом раскладе, любой девайс, который я не получаю, имеет недостатки. Не бывает девайсов без недостатков. То есть Huawei P40 Pro глючит сервисы, на него я обзор не делал. Хотя я их установил, мне товарищ, опять же, я его юзаю уже черт знает сколько времени, я на него снимаю обзоры, но он нужен только для обзоров. Pixel 4 садится моментально, просто не знаю как. Вот, с Poco X3 мало того, что мне не нравится, я не знаю, кому может нравиться его камера, так же, как и Redmi Note 9T. Так вот, помимо этого, его реально купить за 14 тысяч, и мне не нравится, я только снял с него чехол, экран моментально поцарапался. То есть качество экрана а-ля фотки конкретно меня не... Ну, опять же, это меня не устраивает. В принципе, за 14 тысяч рублей даже стыдно какие-то недостатки искать. Но обзор в целом хейтерский, как и у любого девайса на моем канале. Опять же, в конце я резюмирую всегда. По моему мнению, вот эти недостатки, которые я вам перечисляю, важны ли они или не важны. Если они достоинства перевешивают, я его советую. Но я могу его советовать и говорить с другой стороны. Допустим, я советую всегда для покупки Realme 7 Pro до 20 и OnePlus Nord N10. Вот. То есть хочешь экран, вот я обожаю экраны, которые прям слепят. Герцовка на лоу-костах, она жалкое подобие левой руки, кто этот анекдот знает. Почему? Потому что половина этой штуковины всей, она не вытягивает процессор. Во второй половине штуковины, которой вы пользуетесь, она не оптимизирована под эту герцовку. Мы дождались офигенно. Тайландец, ну, как бы он будет стримы с лицом, а так я периодически не собираюсь вести все равно из разряда «давайте посмотрим на мое лицо», 3/4 обзора, а не на девайсе, и давайте я расскажу вам 5-7 характеристик, похлопаю в ладоши, развлеку вам с чем-то, и вы пойдете со счастливым лицом это дело покупать. Это не мой формат, он вряд ли таким будет. Единственное, что бы я хотел, и я это сделаю однозначно, я буду определенные обзоры делать на вот таком стриме. Почему? Потому что, как вы замечаете, особых проблем мне говорить нет. И по большому счету я также пишу тексты. То есть я получаю девайс, я его подключаю, и сходу уже могу много чего увидеть. То есть если там сборка не фонтан, она не фонтан. По поводу автономности, да их юзать любой девайс нужно не один, не неделю и не месяц. А первичные какие-то вещи, особенно для супер лоу-коста, можно сразу узнавать. Часы до 5000, что лучше? Такого не бывает. Бывает то, что вас устроит, потому что там всегда компромиссы. Есть топ-10 умных часов на канале, до 5000 рублей я бы купил Amazfit. Verge Lite я бы, наверное, взял. Тайм-коды делать, Model Party, если сможешь, да, но я не уверен, что ты сможешь, слишком длинный стрим. Хотя можно X2 все время включать и все. Саня, привет, как относишься к сливу? Я, Денис, уверен, что это пиар-компания тоже, учитывая, что на Mi 11 произошло с процессором и какой-то местами шлакоблок, я не верю, что они не специально это сделали. Могут ли Huawei GT2 Classic Version быть неоригинальными? Я не встречал такого, Диана, чтобы подобные девайсы были неоригинальными. Напоминаю, что среди спонсоров, когда их станет 40, по-моему, там уже не хватает человек 2, я GT2 разыграю. До этого Huawei GS, по-моему, Honor GS разыграл на прошлой неделе. И в понедельник разыграю триггеры, которые на этой неделе были. Но там еще 2 пары триггеров. 2 комплекта я разыгрываю среди подписчиков. Условия просты. Посмотрите, позавчера, по-моему, обзор был. Наушники ТВС до 8000. Есть топ-10 наушников от $100 на канале Honet. Посмотри, пожалуйста, смотря что тебе надо. То есть у тебя все время всегда при любом раскладе будет компромисс. Про звук я считаю, что вот эти вот топ сейчас. Meizu Pop Pro. Почему я говорю про звук и почему сейчас топ? Потому что вот эту штуку вы можете соединять с айфоном, с андроидом, с ноутбуком. И она везде будет играть классно. Я не знаю, как они это сделали. То есть тут не супер топовый пластик. Тут
Когда я их увидел, я подумал, ну все, я их раздербаню, потому что стоит 5000 рублей, и как бы, и это просто копия AirPods Pro. Но они очень крутые, прям нереально крутые по звуку. Ну, это из разряда, кстати, тема, что Meizu звук плохим не сделает. Вот Meizu HD60, если вы думаете, что я не продаю хорошие наушники. И еще раз, для тех, кто пытается сравнить Meizu и Anker, найдите 10 отличий. Может быть, кто-то найдет, если я близко поставлю. Я не знаю, каким образом можно пытаться сравнивать разные форм-фактор и пытаться из человека выдавить, чувак, а что лучше? Это так не работает. То есть работает все довольно просто. Вы должны при любом раскладе, так, здорово, X7 Pro или Motorola Edge LGS. Duke, никогда не Motorola, к сожалению. Pixel 5 люди иногда выставляют за 19. Не верю, мне кажется, это реплика. Как относится к Redmi Note 9T? У меня был стрим с Redmi Note 9T и Redmi Note 9 и Redmi 9T. Redmi Note 9T это то же самое, что Realme 7 5G. Вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Стрим посмотрите, там железо просто скопировано. iPhone 11 или какой-то другой смарт за эту цену. Это только тебе, Петр, решать. Почему? Потому что если ты фанат iOS-систем, будет как минимум глупо переходить с них. Но если ты не фанат и у тебя есть 50 тысяч рублей, я бы любой OnePlus взял. Или за 50, если тебе нужна видеосъемка, но не нужны Google сервисы, Huawei по 40 Pro. Или если, видишь, сколько вариантов. Или за 50 тысяч можно купить Mi 11 глобалку и надеяться, что она тебе зайдет. Вот. Привет, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание Mi 9 до 30, на что я знаю телефоны до 20 и до 50. Из того, что до 30 это был Realme X3 Zoom за 26, это было вообще норм. Спасибо большое, Саня, за поддержку. Нас уже почти 40, наверное, но я потом проверю. Если что, в понедельник расскажу, сколько нас. Я думаю, до 40 теперь мы точно дотянем. Так что через понедельник GT2. Еще раз напоминаю, что на основном канале при любом раскладе разыгрываются хавиты. Хаки Moon 5 пар. Вот, помимо Хаки Moon мы разыгрываем с вами 30-го, не 30-го, 28 числа. Окей, хорошо меня протроллили, хорошо я сам всех протроллил. Мы еще помимо Хаки Moon разыгрываем 2 триггера и 5 Mi Band 5 серии. То есть 12 девайсов будет разыграно. Если успею на Mixsider сделать обзор, еще 2 наушников Mixsider. И еще у меня есть вейфаны, но они мне не понравились, поэтому я пока думаю. Шаша только освободился. Сергей, огромное спасибо, что зашел. Кто сегодня первый раз и вдруг знает мой канал, не забываем прожать лайк. Тогда стримы будут с лицом. Если все печально и прям мне себя же наказать, то, наверное, что? Наверное, поставьте дис, и черт с ним. Видите, 7 хейтеров, за что им огромное спасибо, кстати, потому что хейтеры всегда на вес золота. Поставили дизы. Картинка хорошая, этот смартфон. Да, это OnePlus 7T Pro, я стримлю на него, и просто хороший роутер. С хорошим интернетом, роутер, я на него сделаю, наверное, тоже обзор, не буду говорить какой. Потому что, видите, роутеры вывозят прямо все. Это дело было не в бобине, это дело в интернете. Q30 или HD60 по звуку. Саня Попов, я только что вам показывал, чем они отличаются. Поэтому нет, я вам не отвечу. Они разные. И по звуку тоже. Можете посмотреть. Я не буду среди них выбирать разный форм-фактор. Первый раз вас увидел, первый раз. Владимир, это не удивительно, это первый мой стрим с лицом. Спасибо, что зашли. Привет, кем работаешь? Я работал 19,5 лет инженером, младшим офицером и мне 37, 32 года льготной выслуги, кто знает, тот поймет. И сейчас я пенсионер-ИПшник. Вот. YouTube мое очуменное хобби, и оно одно из основных хобби, я чувствую, будет, если через годик все пойдет нормально. То есть, если вам зайдет лицо, скорее всего, я буду YouTube заниматься в основном. А так пока дурак тот человек, который в корзине в одной яйца все держит. Правильно? На что бы я покупал все эти девайсы 3 года? Точно не на денежное удовольствие. Так, куда вкладываешь что? Дмитрий, это никогда не будет достоянием общественности.
Но акции, облигации и другие капиталы, я считаю, должны быть доступны только недоступны, а в них стоит вкладывать только тем, у кого много лишних денег. Прям лишних. Но опять же, это мой подход. Звук на стриме идет на какой-то микрофон. А нет к ней, это OnePlus 7T Pro. Помимо этого, сзади еще играет колонка, и слева довольно громко шумит ноутбук. Опа. Вот, допустим, колонку я отключил. Вот так бы без музыки был бы звук. Но я колонку верну. Саня, будут ли обзоры на планшеты? У меня есть планшеты. Нет, у меня не QCAN очки, хотя на QCAN они идентичны, синенькие. У меня был обзор, и еще на один QCAN, возможно, сегодня я выгружу, либо завтра. Эй, спасибо большое, что стали спонсором. Саня, какой смартфон посоветуешь с экраном до 6 дюймов? Видишь, Михаил, кроме как с пикселем я ни с чем не работал. Пиксель 4, пиксель 5 и, наверное, Samsung, их хвалят. Вот, мне 24 с ускорением пытаюсь добежать до эфира. С ускорением. Спасибо, Сергей, что заходишь. Не забываем прожать лайк, может быть, 1000 наберем, будет круто. Какую модель из Halo я посоветую? Из Halo GT2 стандартно первая, а потом, если вам зайдет, уже дальше. У меня есть GT3, GT5. GT3, по-моему, обзор так и не сделал. Сделаю, расскажу. Как думаешь, стоит ли брать 4А пиксель? Думаю, если прям сильно нравится, то да. Камерафон за 300 баксов. Дима, учитывая, как я знаю, как снимают Huawei, я бы взял Honor, учитывая, что там... Учитывая. Ах, масло масляное. Так вот, так как Huawei хорошо снимают, скорее всего, Honor телефоны снимают тоже хорошо. Поэтому советую так. День плеч пропускал. Ничего не понял. Саня, есть обзор на саундбары? У меня есть саундбар, и про него я скоро расскажу. Он эдифайеровский. Возможно, вам он зайдет. W31 или Anker P2 по звуку. QCAN возле лампы. Это маленькие дешевые, вы имеете в виду. Это за 1000. То есть это древние. Но я бы советовал вам раскошелиться и купить все-таки нормальные наушники. Нормальные очки. Нормальные это за 2000. Почему? Кстати, вот всем хейтерам по поводу очков и что зрение не меняется. Я в поезде ехал неделю назад с офтальмологом, женщине 52 года, она стабильно катается в Москву на переобучение и показывал ей несколько пар очков, вот, своих. В общем, она сказала, что все это работает, и я правильно делаю, что стою перед ноутбуком, перед компьютером на 32 дюйма экраном, и у меня оно не падает по той причине, что я ем периодически витамины и стою именно в этих очках. Понятно, что у меня предрасположенность минимальна, то есть у меня вся семья в очках, но это уже в зрелом возрасте происходит. Но это дело работает, и как бы человек в платной клинике работает с 2009 года, вряд ли бы она, ну смысл ей мне врать. Хотя я до этого спрашивал, опять же, у офтальмологов у себя на работе, они тоже говорили, что норм. Дальше. Саня, за сколько брал сумку Meizu? По твоим 14900 нету. Я брал одну за 1490 и вторую за 3200. Я брал белую, по-моему, за 1500, а вторую за 3200, черную. И потому что в России ее периодически выкидывают за 1500, и периодически они заканчиваются. Может, это подделка, но очень сильно вряд ли. Я говорю, все скидки, вот в этом-то и тема. Вы подписываетесь на там, мой телеграм-канал, либо что-то сами мониторите. Они сейчас появляются, и завтра их нет. То есть через час их нет, через 3 дня их нет. Да, вы можете чекать цену потом, вы можете чекать цену перед. Но это из разряда того, что либо ты успел, либо ты не успел. Не бывает такого, чтобы что-то висело. Это замануха. При любом раскладе они таким образом заманивают пользователей. И они заманили какое-то количество, продали какое-то количество девайсов и все. Что за витамины? У меня есть Виктор витамин, даже в сообществе я скрин делал того, что я пью. Но плюс при любом раскладе нет денег, идите купите черника Форта. Это работает. То есть опять же так мне сказал офтальмолог. Это я не стрелки перевожу, мне 37, у меня единица. В компе 6 лет. То есть 6 лет я не выдергиваюсь из экрана. У тебя есть любимые наушники, которыми ты на постоянной основе пользуешься? Конечно, есть. Это AirPods Pro. И еще вот эти. Стоп. Но в основном AirPods Pro. Да, это не Vivo. Хотя Vivo лучшие вкладыши. Так как у меня Huawei, с Huawei еще это иногда юзаю, но они мне все равно большие. Но так как у меня есть Pixel, я думаю, вы догадываетесь, что именно я использую.
Саша, посоветуй, пожалуйста, часы с любым бюджетом. Apple Watch 6 серии. Какой смартфон посоветуешь на 820-м Dimensity? Не знаю. Не скажу, не посоветую. Почему? Потому что обзоры я пока на него не выгружал. Мне вообще Dimensity не понравился. Гладиатор, если ты хочешь от меня услышать, это нормальный процессор, это мое мнение, ненормальный на данный момент процессор. Может быть, пока, когда я стану делать обзоры, прилетит магическая прошивка, и он станет суперским, и я со всеми с флажками буду делать. У меня был стрим. Стрим был сравнение вот эти Realme 9T, Note 9T, точнее Redmi Note 9T и Realme 7 5G. И они даже один стресс-тест не смогли пройти. Сейчас на холодную они проходят. Но там я чуть-чуть их поюзал, и они уже прямо умирали. Может, уже говорил, но что сегодня подарил жене. Вовчик, повторяю, что у меня нет привязки подарков к праздникам, но я подарил сегодня кофемашину, капсульную кофеварку Nesca, чего-то там, за пятнашку, в общем, 16. Кофеварка плюс там 200 капсул. И я понимаю, что это плохой вариант, но она сейчас их попьет, и я все-таки куплю кофемашину. По-другому не бывает с близкими людьми. Их не убедить. Apple Watch к OnePlus 8 Pro не подходит. С чего? Ну просто это будет, да, через костыли Add. К OnePlus 8 Pro. Да попробуйте вы MS-фиты какие-нибудь. GTS 2, GTR 2. Вам для чего? Если у вас есть OnePlus, можете подождать часов от OnePlus, но я не думаю, что они будут супер оптимизированы. Не могу запустить тренировку в приложении Zepp. Купил наушники PowerBuds, хотел проверить пульс. Как быть и нужны ли часы обязательно? Нет, часы не нужны обязательно. Я понятия не имею, почему у вас глюк. Напишите в чат, в телеграм-канал. Еще раз повторяю, в описании к видео есть телеграм-канал со скидками. Это первая ссылка. Вторая ссылка. Там есть ссылка, там, по-моему, есть чат взаимопомощи, там 5000 человек, где-то в среднем сидит человек 500 онлайн. И в первую очередь, конечно, пользуйтесь поиском, а во вторую очередь уже смотрите так. Ну и логично еще стоит посмотреть на ФОПДА. Так, где мой взаимопомощи чат? Да, есть телеграм-канал, предпоследний Инстаграм, и дальше перед этим телеграм-канал. Кстати, кому не жалко, можете на Инсту подписаться, там людей мало, но я там спойлерю, то есть не хотите смотреть обзор, посмотрели на минуту. Ответь на вопросы с Доната, плиз. Окей, потерпите тогда 5 секунд, Donation Alerts открою. Пока тема стрима у нас сегодня была проста. Это что? Купить на распродажа, которая сейчас идет, топ-10 товаров, которые я советовал. То есть эту колонку я купил за 4400, это Сонька, эту за 1800, это Сонька. Чертова туча телефонов была, включая Poco X3 NFC за 14300. Так и будет тут подписчиков однажды канал супер. Ну, может быть, надеемся. Надеемся и верим. Но я как бы реалист. Как бы я реалист, это хорошо. Кто не подписан, подписываемся. Кто первый раз на канале, не забываем читать описание. За лайк, подписку и комментарий 5 Mi Band 5 серии ежемесячно я разыгрываю. Вконтакте есть целая группа тех, кто получает какие-то подарки. Вот. Стримы еженедельно, отвечаю на них на вопросы. Не забываем прожать лайк. 1000 сегодня должны добить. Друзья, соберемся, напряжемся. Сейчас я захожу в Donation Alerts и, скорее всего, отвечу на все ваши вопросы. И напоминаю, что так, Саша, почему ВК забанил? ГР, еще раз очень прошу, друзья, не пишите мне в личку. Я специально создал телеграм-канал для вопросов. 1000 человек и 600 человек онлайн. Спрашивайте там. Вы представляете, 210 тысяч, около 1,5 миллиона просмотров в месяц у меня. То есть люди пишут, я читаю комментарии. Если есть какой-то элементарный вопрос, они не бывают не элементарные, они все элементарные, потому что когда 5000 человек в телеге, из них 600 человек онлайн, они кто-нибудь да ответит. Я их постоянно читаю, эти вещи. Meizu Pop Pro или Vivo TVS Neo? Однозначно Pro, если вы хотите звук, потому что это все-таки, помните, что затычки это по звуку лучше. Но я всегда за вкладыши с точки зрения безопасности. Ладно, купил Norton 10, и горе не знаю, правда все еще жду чехол и стекло. Мару, о чем я всегда и говорю. Вот похлопаю себе сам когда-нибудь потом.
Дальше маленький бой. Наушники OnePlus лучше работают с телефоном OnePlus однозначно. Любой бренд, будь то, допустим, опповский бренд с опповскими наушниками, либо те же Meizu. Ну, Meizu понятно, но Meizu, конечно, тоже лучше с Meizu. Oppo лучше с Oppo. Это тоже Oppo, кстати. ZMI это универсалочка. Что еще у нас? С Huawei-вским, но это стандартно. Дальше, твое мнение о Google Pixel 5. Хожу с ним уже 3-й месяц и не могу понять свои ощущения. Спасибо за качественный контент. Полька, у меня 4-й, я 5-й не стал покупать. Почему? Потому что это все-таки доп. Телефон. То есть это дополнительный маленький телефон. Это, ну, он может быть основным, но мне кажется, что маловат он. То есть, ну, если ты не ниже, чем 170, то есть все зависит от руки. У меня, хотя ладонь маленькая для 182 сантиметров роста, Pixel 4 мне норм, но вот хочется чуть-чуть больше. Huawei P40 Pro мне вообще нормально ложится в руку. Кстати, очень хорошо в руке лежал Mi 11. Дальше Старуш Шариков, час назад. Огромное спасибо за обзоры и за скидки. Благодаря тебе смог заказать Huawei FreeBuds Audio Studio по офигенной скидке. Да, кстати, вот кто-то хейтил по поводу Studio, скидывал наушники накладные. Я сам дурачок, я сейчас, кстати, чекну. Если они все еще продаются по 18 тысяч, я куплю себе. Потому что я что-то читал, подумал, ну народ хейтит, зачем? Но по сути люди покупают. Гейр, все понял, Саша. Гейр, это ничего вот личного, серьезно. Мне администраторы пишут, если вы там долго и упорно будете моим подписчиком, конечно же, мы будем с вами лично общаться, но вопросы, что лучше, меня просто убивают. Почему? Потому что я сделал 28 топов. Я топы наушников, топы телефонов, топы часов, я все это обновляю. Всегда говорю в ролике, что лучше, всегда в общем телеграм-канале, если люди спрашивают и конкретно мое мнение необходимо, отвечаю. Но вот эта личка, она просто до такой степени забита. Я не могу не ответить, поэтому как многие там блогеры, они просто не отвечают. Я отвечаю первый раз, потом баню. В инсте я вообще не отвечаю, потому что там какое-то просто безумное количество людей, хотя у меня там всего 3000 подписчиков пишет. И вопросы обычно «Эй, чё?» и т.д. и т.п. То есть, ну, нет. Я и так в YouTube отвечаю в комментариях, мне кажется, этого достаточно. Саша, вы знаете, почему спрашиваю насчет оригинальности? Это странно, Диана, еще раз повторяю, я их не видел, увидите, узнаете. Я студию в магазине пробовал, 25 стоило. Сергей Дубинский, спасибо большое. Встретимся завтра с вами. Или не встретимся, в записи при любом раскладе останется. В 9 часов вечера стрим будет для спонсоров, розыгрыш будет триггеров. А через неделю, я так понял, 40 человек мы уже набрали, будет розыгрыш Huawei Watch GT 2. Старенькая модель, но не убитая. Я думаю, что вам понравится. Какие самые лучшие очки у вас, Троян? Из темных очков, темных, солнцезащитные очки. Это турок, черненькие. Вот, не из солнцезащитных очков. Это очки Redmi Q1. Я их потерял. Вот это Redmi B1, а там были Q-Can B1. Вот они и те, что будут либо сегодня, либо завтра на обзоре. Они мне не особо дико идут, но я в них хожу все равно на улице. Не знаю, это, наверное, особая форма мазохизма, носить то, что тебе не особо нравится, но вот так. W51 или Anker P2 по звуку. У них очень, кстати, у тех очков, которые будут в обзоре сегодня или завтра, они очень хорошо солнце затемняют. Короче, там все, начинаю тупить через 2 часа стрима. Не забывай прожать лайк, а то я затухну и 1000 не наберем. На Али сейчас распродажа или когда? ЗЭП, распродажа идет уже последние 4 дня. Это раз. 2. Помимо того, что идет распродажа, было просто нереальное количество выгодных приложений. Не пей, не кури, бегай по утрам. Да, все очень просто. Евген, надеюсь, это не сарказм. Окей. Саня, привет, рад тебя воочию увидеть. Ичи, а я тебя всегда рад видеть. И не воочию тоже. Дмитрий Анкер, Soundcore Liberty R2 или Meizu Pop 2 Pro. Выстрел в ногу. Качество материалов и микрофона с премиальностью на стороне Анкера. Но по всеядности и по звуку я выберу Meizu. И они плюс еще и выгоднее. Привет, выбор был между Poco X3 и Realme 7 5G. Примерно за 15. Купил Realme, так как ты сказал, что с Poco могут быть проблемы. Да, в перспективе могут быть.
Сделай обзор на 7 5G. Окей, тем более они уже... А вы не смотрели мой стрим на Realme 7 5G, я так понял, да? Дальше фотохромные, да, фотохромные. Они все фотохромные, кстати, эти тоже фотохромные, но здесь фотохромность, если можно так сказать, она более лояльна. То есть они меньше затеняют. Дальше ставьте лайк, поддержите Сашку. Виктор П, спасибо. Почему-то у меня нет вообще администраторов. Все администраторы посмотрели на мое лицо и сказали, что ладно, все, мы как админы умываем руки, дальше как-нибудь сам разберется. Уже приехали, Фил Т1 Lite. Не скажу. Жу-жу-жу. Саня, что за стол? Вижу, что он двигается по высоте. Да, я буржуй, у меня таких два. Я приехал и купил в Икее стол. Один и второй. И на кнопочку нажимаешь, он поднимается и опускается. И сейчас у меня опять спросят, откуда деньги. Зарабатываю. Да, они стоят космос дорого, лучше не чекайте. Почему нет? Но, кстати, те, у кого есть все-таки финансы, можете покупать не стол, который сам, не на кнопочках, можно за ручку. И, чтобы вы понимали, стоя работать круто. То есть до этого всю свою жизнь я считал, что стоя работать плохо. Последний раз позавчера мне часы GTS 2, знаете, какое дали оповещение? Мы тебя поздравляем, ты 12 часов проработал стоя. И я скажу, это удобно. Продуктивность выше, меньше устаешь, спина не болит. Если правильно поднять это все дело, то комфорт и вообще все. Алекс Тьюб, а их всего два. Ну окей, напиши мне в личку, я тебе скину, если лень искать в Икее. Там их всего два. Poco X3, этот самый, проще говоря, Алекс Тьюб, тот, что стоит 37. Вот, вкладыши около 3000 плюс. А это уже Артур Яр, магия Ютьюба. Вы смотрите топ-10 вкладышей на канале и выбираете. Vivo X60 Pro однозначно покупать не буду, Олег. Телефоны не моя тема. То есть я получаю там просмотров 10, 20, 30, 40 тысяч, но вы прикиньте, я покупаю телефон, допустим, за 12-15. Или покупаю 3 пары наушников, 2 пары даже брендовых крутых наушников по 5, по 6 и, соответственно, это 2. Денис Распускалов, спасибо, донат на петличку и микрофон. Посоветуй, Денис, а что, плохой микро? Ну-ка. Посоветуй на замену MSFit Bip, купил в подарок Mi Band 5. И удивился, насколько выросло качество экрана и шрифтов. Но очень привык к экрану Always On Display, форму часов. GTR 2, если у тебя есть денежка. То есть только так, если хочешь вот прям следующий левел, то есть либо GTS, либо GTR 2, и я думаю, что тебе не понравится. Но единственная автономность. То есть ты при любом раскладе, если что-то получишь красивое, с автономностью ты, конечно, проиграешь конкретно. Вот. А так можешь BPU взять, BPU Pro, там в принципе тоже довольно все красиво. Вячеслав, за рулем стоя не поработать, я имею в виду тех, у кого компьютеры есть. Не только молодежь, в LED-пор, поверьте мне, молодежи здесь минимум, здесь 3%. Молодежи до 17. Наушники Huawei FreeBuds 3i для iPhone 11. Норм. У меня супруга слушает с 11 Pro их периодически. Какой смартфон считаешь лучшим до 20 по соотношению цена-качество? 2. Это Nord N10 OnePlus и второй, конечно же, 7G. Ой, 7 Pro, Realme 7 Pro. На оба есть обзоры на канале. 7 Pro это AMOLED, 60 Гц и очуменная яркость и сочность. То есть там сочный дисплей. Я неравнодушен к AMOLED. Если брать Nord, если вы хотите почувствовать, что такое хорошая оболочка, то только так, к сожалению. Как работать за компьютером стоя? Вот так, как я сейчас. Я говорю, 12 часов вчера. Это мастер очень удобно, мега удобно. Опять же, вы вот спрашиваете, как я живу, как у меня работоспособность. Вот так, чтобы в курсе были. Алекс, выложу скидку, где Vivo Nex 3 5G за 35. Постоянно раньше про него говорил. Доктор Лектор уже нету. Мне кажется, их даже в продаже уже нет. Что за стол? Это икеевский. На кнопочку нажимаешь, он поднимается. Видишь? Я заказал Realme Buds. На кнопочку нажимаешь, он опускается. Супруге купил, кстати, леговскую игрушку. Она любит этого чувака. Сегодня, ладно, будет отдых, завтра будет обзор на очки. Я так понял, что мы сегодня с вами залипли. Не забываем прожать лайк за труды. Пока буду, в общем, до упора сегодня. Не до упора, а пока телефон не сядет. Саня, за стрим с лицом. Ища, спасибо большое. Огроменное. Я не знаю, что такое бин, но все равно спасибо.
Дорогой стол, этот стол 37 стоил. А стол, где ручкой можно поднимать, он, по-моему, 20 с копейками, может нет. Но этот интереснее, тот, который на кнопке. Какие наушники накладные с шумодавом может между Сонькой и Анкером? Хороший шумодав недавно у меня был, очень хороший, по цене между Сонькой и Анкером. Вот Анкер R2R, но там плохое, мне не понравилось, прозрачный режим вообще никакой. Дальше, кстати, сделай обзор на стол, блогеры делали. Вячеслав, я его купил в Икее, то есть сделай обзор. Зачем? Прорекламировать Икею, чтобы они думали, что народ еще, о, Икея продался. Я говорю, меня это просто умиляет. У меня нет ни одной коллаборации ни с одним каналом. У меня миллионники чертову тучу раз писали, давай сделаем коллаборацию. Это когда у меня лица не было, вы понимаете? Вот, а вы сейчас говорите, сделай на Икею. Не-не-не-не-не, вот что купил себе сам, или что мне заслали, ну, по моей, как бы, окей, засылайте, то там буду рассказывать. А про все остальное, я вам сказал, стол крут. Нравится, берите. Мне тоже нравится стрим с лицом. Вин, но если вам нравится стримы с лицом, не забывайте прожать лайк, а то с руками, наверное, все-таки проще, потому что, поверьте мне, как только я это дело закончу, в комментариях под стримом будет грязи, гиге и йо-хо-хоу. Я, конечно, ее буду и чекать, и чистить, но мне предстоит веселуха, я прям уверен. Вживую класс, Маркус, я очень рад, что вам это дело заходит, потому что мне так проще общаться, конечно. Вот. Хотя, если честно, этот стрим уже больше похож на летай, покупай сяомичные игрушки, ла-ла-ла. Не, как бы говорю, еще раз повторяю, я топлю и буду продолжать топить за Али. Может быть, еще за одну площадку. Вот у меня, допустим, сейчас идет реально переговорка с одной темой. Вот. И, возможно, я там буду стримить. Это не значит, что я буду за нее топить, но я на ней вещи покупаю часто. И там выгодно. Но не то, что вы сейчас здесь видите. То есть для дома. Шуруповерты, там, перфоратор, вот это все дело. Vivo телефоны топовые. Андрей, только если вы их умудритесь в Китае купить. Планируешь ли делать техно-новости, интересные тебе на канале? Только когда я доделаю студию, да, я настолько буржуй, что купил себе помещение, и там у меня делают ремонт. Вот, это как раз по поводу independent, то есть независимость. Опять же, вы можете верить, что независим человек, у которого за душой была маленькая зарплата, и он вывозит за счет YouTube. YouTube хорошее место, но это точно не панацея для того, чтобы покупать студии, квартиры, еще что-то. Это в тебя должны вкладывать. Мне это предлагали делать, я отказался, я все это сам потянул. Нет квартиры, нет машины, не курю, не пью. Welcome. Ты реально круто выглядишь, всем нравятся стримы с лицом. Виктор, спасибо. Хух, ты стрим перепутал, ничего не понял, но окей. Это не стрим. Серьезно? Не обращай внимания, это реально ту-ту-тун. Привет, хочу купить Amazfit BPU Pro, есть ли за такие же деньги что-то лучшее? С GPS, что значит лучше? Есть похожее. Я же еще раз повторяю, я очень топлю за Verge во время распродаж с GPS. Это норм. Вот, опять же мое мнение. Я заказал Realme Air Pro, я разочаруюсь или нет? Смотря какой телефон. Если у вас телефон Realme, то может быть нет. Неплохие это наушники, но сказать, что прям фонтан, вот мне лично супер не зашли. Качество хорошее. Что думаешь о мебели с потолка из США? Икея с ними сотрудничает. Кровать, ящики с потолка опускаются с помощью телефона. Я думаю, это круто, Дэдпул, но учитывая, что Икея ломается. Дальше расскажи действительно хороших альтернативах Amazfit бипов и ждать ли вторую версию. Спасибо, юзер, за добрые слова. Думаю, не ждать. Говорю, у Amazfit'ов очень много всего. Еще 40 и 1К. Да, еще 36 лайков и будет 1000 лайков. Спасибо вам большое за такой подгон, потому что вы, говорю, представляете, что такое 1,5 года иметь кнопку, когда я прям стараюсь, и не вскрывать ее, и ждать стрима, когда я смогу сделать это дело с лицом. Это было тяжело. То есть это не, ну вот это из разряда тоже, кстати, сила воли. Не курить — сила воли, не пить сила, но жесткая, самая жесткая, кстати, из того, что я бросал в сентябре кофе и сахар. Вот без кофе очень тяжело. Прям, ну это опять же экспириенс из разряда я себя проверяю, могу ли я. Пока могу. Зачем, не знаю. То есть я, наверное, доделаю студию, кофе буду пить. От сахара буду все-таки отказываться. Красивый интерьер. Это не студия, это дом. Спасибо.
Что взять в 2021? Это был как бы из разряда по-быстрому что-то сделать. Кастомные watchface могут ли повредить часы Huawei GT2? Нет, Диана, все будет хорошо. Вы купили хорошие часы. Народ, догоним до 1000, очень надеюсь. Не забываем прожать лайк за труды, подписаться на канал с колоколом. И помним, что минимум 6 раз, 5 раз, 7 раз, ну в этот раз уже, наверное, 6 раз в неделю у меня обзоры. Скорее всего, так и будут по 6 обзоров в неделю. И плюс стримы для всех в воскресенье, в понедельник стримы с розыгрышами для спонсоров. Вот, там они будут быстрые, буду быстро с вами что-нибудь разыгрывать, что-нибудь в неформате рассказывать, возможно, исключительно с той точки зрения, что там только взрослые люди и какую-то ненормативную лексику все-таки можно употреблять. А здесь у нас есть и подростки. Так вот, к чему это все? К тому, что вот пока будет формат такой. Если и когда у меня появится помощник, я думаю, что все будет веселее, потому что мыслей больше, в основном все занимает механика. Механика, к сожалению, даже не ютубная, а я собираю мебель, я там, не знаю, вешаю полки, я переехал. Друзья, я переехал, мне 37, у меня супруга, ребенок, и ничего удивительного в этом нет. Жду колонки. На что снимаете и как монтируете? Монтирую в Adobe, снимаю на Huawei P40 Pro. Вацлав Новак, спасибо большое за то, что стали спонсором. Мне кажется, что нас 40 уже стало, поэтому еще раз Huawei разыграю через неделю. Про карму в точку. В LED-пор, надеюсь, да. Как считаешь, есть ли смысл сейчас взять QCY T8? А почему нет, если нравится? Подростки нынче больше всех знают нецензурных слов. Андрей, поверьте мне, после 20-летней, 19,5-летней службы в армии, обороты, которыми я могу выражаться, удивят многих. Но я не буду этого делать. С лицом все по-другому. Еще не понял, лучше или нет. Шнурок на голову лучше по звуку на замену Bullets Z. Шнурок всегда лучше за те же деньги. OnePlus Bullet Z будет круть. Сын, твоя копия. Спасибо, Кьюртин. Дальше. MSFit, BIP. Стоп. Еще актуально? Да, всегда, но все-таки уже нужно что-то другое. Mate 40 Pro, что думаешь? Дорого. Дорого, всегда ждать скидок, и они ежемесячно будут. 8 марта будут скидки, 23 февраля однозначно будут скидки, либо на Тмоле, либо на Алишке. Вообще сейчас весь месяц будет скидки. Я говорю, если вы вот прям... к чему вот вообще все эти телеграм-каналы, мое мнение. То есть, ладно, черт с ним, я шопоголик. Но если вы, допустим, как обычный пользователь, ходите на дни рождения, праздники, у вас есть коллеги. Вот самая тема. Покупать что-то на сейлах, у тебя лежит запас. Вот у меня стабильный запас девайсов, которые я могу дарить. И это круто, это удобно. Привет, Саня, купил на Алике Honor Watch GS Pro за 11. Что думаешь, Search? Они были крутые, на них у меня был обзор, и я их разыграл в понедельник среди спонсоров, прошлый понедельник. Кстати, он был первым с лицом, если так уж пойти. Но общий стрим был только сегодня. Ваши видосики всегда топ, опираются на ваши обзоры. Спасибо. Хотел спросить про звание. Понял, что некорректно. Некорректно, младший офицер. Что думаешь взять вместо стратосов? Стратосы 3. Кем работал, что озвучивал? Смешно. Кьюртин, я был инженером. Заканчивал я в математическом анализе. Обработке запусков и пусков. Ну, в общем, телеметрист я, если кратко. Так держать Сань не продавался. Так денег нет ни у кого столько. Димон, вы понимаете, как бы мои доходы растут быстрее, чем возможности тех, кто хочет меня купить. Вот и все. Про активы можно поподробнее, если можно. Vladpur нет. Зачем? 1000 лайков. Спасибо большое за поддержку. Я так понимаю, что стримы с лицом все еще можно проводить. Единственное, придет 12 человек, потом и будет себя наказывать этими стримами. И это тоже хорошо, это тоже зрители, и им огромное за это спасибо. Что скажешь про MSFit Nexa? Доктор Лектор, MSFit Nexa купил Model Party, если он все еще на стриме. Это один из, по-моему, 4 администраторов моего телеграм-канала. И один из администраторов здесь. Молодой человек понял, как туда что устанавливать, и он может поделиться с тобой впечатлениями в Телеграме, а так можешь посмотреть обзор на них. Я, к сожалению, свои раздолбал в первый же день обзора, и это мой эпичный фейл, мне они понравились. Давайте еще стримы с лицом. Окей. Стоит ли учиться в военных академиях? Евген Хикью.
Это мой был эпичный фейл. Повторил бы я это? Нет. Жалею ли об этом? Нет. То есть я был дурачком и долгое время им был. И вот эти тепличные условия, я все равно считаю, что зеленые человечки это условия тепличные, они каким-то образом мои шестеренки вставили на место. Вот. С новосельем. Спасибо большое, Иван. Еще интереснее слушать истории. Ну, в РЭС как-нибудь обязательно. Историй, к сожалению, было очень много, они были не позитивные. Могу вам рассказать что-то лютое, если хотите. Но опять же, это плюсик, это лютое прям совсем. Вот. Какое зрение? Руслан у меня единица. То есть я ношу эти очки, вот сейчас свет, меня он раздражает слегка, и ношу, чтобы единичка это не падала. Не-не-не, только плюсики, потому что историю могу рассказать только дикую. Из разряда минусов рабочей обстановки. Прям, то есть там с чем-то плохим. Что лучше взять? Bullet Z, хочу, чтобы шнурок, но лучше по звуку на голову выше. Будет ли обзор на Mixsider X1 Pro? Может быть, если есть возможность переплачивать за MSFIT. И лайки давайте ставим, если хотите подобных историй. Потому что, как вы понимаете, их было много. MSFIT зато имеет родство с Amazon. Нет, с Amazon MSFIT не имеет никакого. Ну, в общем, окей. Когда-то полгода назад у меня была командировка за личным составом. Что это значит? Это когда берут, в моем случае, так как я служил там, где пускают ракеты, и в основном у нас офицерский корпус, там и призыва по минимуму, назначили 4 офицеров. 4 офицера поехали в Кызыл, республика Тыва. 4 дня туда ехать с пересадками, огонь полный, огонь, это не смешная история вообще никак. Приехали, нам там очень понравилось, с той точки зрения, что там, в скобках понравилось, там не советуют ходить по улицам ночью, потому что лучше передвигаться на такси, то есть криминогенная обстановка там огонь. Так вот, все равно все было очень весело, мы там 4 дня пробыли или 3, и с Женей, моим другом, мы поехали обратно уже с 32 военнослужащими по призыву. Чтобы вы понимали, они сами туда пришли, со всеми, вот у нас конкретно, у нас категория А, то есть мы берем только тех, кто заряжены. То есть люди приходят и говорят, я хочу. Мы не берем никогда тех, кто не брали. Потому что особые условия, ракеты, ракетное топливо, ну, понятно, что с космической сферой хоть как-то кто-то трясется. В этом смысле нам везло. Людей этих набрали. Что мы нашли у них, когда пришел вечер, потому что был звук вскрывающихся банок с пивом. То есть это люди, которые половина из них вообще по-русски не умеют разговаривать. Нашли ножи, нашли запрещенные препараты, утрированно. Я ничего не находил, я не знаю, но они точно были. Все это дело выбросили, но магия не в этом. Кое-как мы с ними доехали. Без агрессии, без всего. Нет, я учился в Петербурге, Сергей. Так вот, доехали мы до места дислокации, сдали их через неделю, чтобы вы понимали, каких мы людей везли. Телеграмма циркуляром, это значит всем доводят, один другого зарезал насмерть во время работы. То есть, ну, ты как бы вроде бы работаешь, ну, будем называть это служба, работа, неважно. Просто выполняешь регулятивную функцию, едешь за людьми, чтобы они доехали до места. То есть они убегут, и черт с ними, мы их даже догонять не должны. Мы позвонили, все, у нас -1 человек, окей. Они не взяли, присягу они еще не приняли, поэтому нам на них, в принципе, как бы не смертельно. Вот, но ты приезжаешь, ты такой весь инженер, весь работаешь с техникой, ракеты, антенны, компьютеры. И потом там, через неделю узнаешь, что ты вез чувака, который другого просто завалил. И сколько там всего было, эгегей. И ты понимал, что они неадекваты. А по большому счету с твоими претензиями, типа, мужики, не бухайте. Они тебе говорят, ну мы же еще не доехали, мы будем пить. Их там 30-ничек. То есть по большому счету будет все весело. В Плесецке работал, такого насмотрелся. Да, Алекс, там цвет, блеск, красота. Можно истории каждый день рассказывать с утра до вечера. Так что вот примерно это особенность работы. Вот такая, чуть-чуть. Вроде бы можно рассказать другие эпичные вещи. То есть у меня товарищ, допустим, Евгений, может когда-нибудь он посмотрит этот стрим, ремонтировал антенну в -42, вручную люди крутили антенны, когда выходили движки из строя, чтобы отслеживать что-то. Ну, я уверен, что когда-нибудь при каких-то обстоятельствах я все это дело расскажу, но я наелся. Я наелся зеленой жизнью, и когда я уже под 2 последних года служил именно на космодроме,
Я жил там, служил в тепличных частях, то есть в очень хороших местах. Потом, опять же, служил в центре города, в отделе математического анализа, и мне там очень все нравилось. И там супер тепличное место. Если бы я туда сразу попал, я, наверное, ушел бы оттуда только вперед ногами, уже гражданским в 78 лет или в 95. Но я прошел чуть-чуть другую школу, пожил в поле, поработал, поползал по кабельным колодцам с крысами. Немного, но поползал, поспал на полу, поэтому все. Вот, если возможность переплачивать, то Amazfit GTR 2, то предложение лучше Honor Magic Watch 2. Да, лучше Honor Magic Watch 2. Саня, Хэнфия, я уволился, был младшим офицером, 19,5 лет. Выслуги 32 года, уволился с космодрома, единственного государственного испытательного, первого. Вот. Какие затычки Honor ты рекламировал? Я не рекламировал ничего. Еще раз. У Honor есть несколько затычек хороших. Это Huawei FreeBuds 3i, Honor FreeBuds 3i. Это все один и тот же блеск в глазах. А из Meizu я бы взял вот это. Meizu Pro. Да. Именно там 5 лет и был, Евгений. Зачем тебе... Вот, Денис уже, зачем мне грудь? Заблокировать пользователя. Начинается хамло, Денис Иванов. Спасибо, что зашли. Хейтеры — это самые лучшие люди. Не забываем прожать лайк за труды. Будет круто, если наберем 1100. Привет, Саша. Подскажи альтернатив Mi Max 3. APTX, батарея 5,5. Я не знаю. Он прям очень большой. Когда будут обзоры на проекторы? Михаил, есть еще 2 проектора у меня, я их тестирую. Думаю, скоро, если вам интересно. Александр, какие уши выбрать? Anker P2, Poco Oppo 51 или Troyer 2? Точно не Troyer 2, или P2, или Oppo W51. Если по комфорту, W51. Если по звуку, то P2. Хотя многие очень сильно жалуются почему-то на P2, я не знаю почему. Какие часы сам носишь? Те, что тестирую, но когда я не тестирую ничего, что бывает крайне редко, то есть сейчас GTS 2, потом GTS Mini, и потом буду Amazfit BIP. Нет, 70 May потом. А вот это мои любимые. А как насчет мышек для компьютера? Были на канале 2, третью заказал под левую руку. Еще один лайфхак. Меня стала правая рука клинить, как вы понимаете, я много времени провожу за компьютером, я стал работать левой. Больно, да, долго, да, мучительно, эмоционально вообще как бы у тебя крышка едет, потому что ты правша, и ты берешь в руку мышку в левую, соответственно, инвертируешь клавиши и работаешь. Вот сейчас я работаю только левой рукой, хотя я правша. Вот так. Но уже не клинит спину. И плюс еще стоя работать, это вообще шик, блеск, красота за компьютерами. Саня, по видеорегистраторам, что скажешь? Мне товарищ привезет в марте мой видеорегистратор, который я тестировал уже, мне он понравился. Я его, в принципе, снял, но я хочу домучить его. В телеграм-канал со скидками я скидывал на него ссылку. Продавался он за 4000 рублей, вообще топ. Вот. Дальше, какие часы с бесконтактной оплатой самые дешевые? Mi Band 4 NFC. Наушники с шумодавом и прозрачностью. Топ-5 наушников с шумодавом на канале. Все зависит от вашего смартфона, что конкретно выбрать. Huawei, значит Huawei. Очень интересно, ждем с нетерпением. Михаил, окей. Что взять после Bullets Z? Тот же шнурок, но что по звуку на голову выше. Bullets 2. Все. А единственное, если вы хотите рискнуть, не достану я его. Есть у Huawei прошные. Huawei FreeLace Pro. Были на обзоре лучше. Лучше даже, чем OnePlus, к сожалению. Ну и дороже. Насколько отличаются оболочки смартфонов BBK? Сильно. Но оповских телефонов у меня не было. Видите, у меня были только Realme, получается, и OnePlus. Чтобы с проблем, возьми игровую мышь удобной формы. Да, у меня вон. Так, протяну. Xiaomi-шная мышка проводная. И есть еще беспроводная. И сейчас идет у меня удобной формы стиловская. За 3000 я купил, но я вряд ли на нее буду делать обзор. Не забываем прожать лайк. Будет 1100, будет круто. Напоминаю, что кто первый раз зашел на канал, за лайк, подписку
и любой комментарий к любому видео. Раз в месяц 5 Mi Band 5 серии разыгрываются на канале, условия в описании. Плюс помимо этого разыгрывается чертова туча всяких девайсов, включая Havit, Haki Time 5 пар наушников, Haki Moon. Вот, 2 пары опять Mi Band и 2 пары триггеров по $50 еще тоже от не Фия. Я уже заболтался, в общем. Не думал делать подборки из аксессуаров для техники, например, чехлов, ремешков, проводов, глумов, но только если на стримах. Александр глючил на улице в W51, замыкание на секунду именно на улице, в раз 10 в течение прогулки, может быть и больше. Брак, сортированный союз. В общем, попробуй с другим телефоном. Единственное, что могу тебе подсказать, или, возможно, невозможно, 10 раз это прям очень много. Будут ли обзоры и сравнения на проводные затычки, наушники, затычки и вкладыши? Будут. Миксайдеры забыл. Не забыл. Миксайдеры я только если смогу обозревать. То есть я пока обзор на них не выгрузил. Если выгружу, то 2 пары таких я разыграю. Вот, GTS Mini когда? Давайте, Владимир Тузов, договоримся на пятницу. Окей? Александр, продаете ли вы сами Mi Band 5 дешевле Алишки? Колд, я расскажу тебе страшную тайну. Все, что вот спросите, можете спросить. В ВКонтакте есть группа моя, и там есть ветка получивших подарки. Я все Mi Band заказываю в Китае для них. То есть, как бы я их покупаю. Вот. Я их не покупаю, чтобы перепродавать или посылать. Вот. Дальше выше $100 добавляешь, понятно. Есть ли возможность переплачивать тот GTR 2, это предложение лучше Honor Magic Watch 2. Пум-пурум-пурум опилки. А я так не скажу. А я все еще так не скажу, потому что я считаю Honor Magic Watch 2 за счет цены, они лучше за счет цены. В академию идти на компьютерную безопасность. Если на 5-й фак, Евген Хикью, если вы знаете, кто и куда распределит, и вас это место устраивает, то да. Honor Magic Watch BU за 4 стоит брать или же мусор? Алексей, вполне возможно, там убийственные уже аккумуляторы. Аудиотехника беспроводные, как наушники. Night, звук хорош. Вот, но у меня есть накладные их наушники, и они хуже анкеров. Но они чуть-чуть другого форм-фактора, и плюс были ТВСки, можете посмотреть на них обзор. У них очень много косяков, к сожалению. Чем занимается твое, Иван? Ну вот да, понеслась. Нет, это так не работает. В тот момент времени, когда я захочу рассказывать людям, как делать деньги, вы можете прийти и плюнуть мне в лицо, и я скажу вам спасибо, потому что, еще раз повторяю, нет ни одного здравомыслящего человека, кто будет делиться тем, как можно заработать. Нету таких. Нету. Работать можно. Вот так можно заработать. iPhone BU или Redmi Note 9S? Но однозначно не BU. GTS 2 лучшее сочетание цена-возможности. Не согласен, Gladpor, но если тебе так удобно. Алексей, спасибо за пожелание удачи. Не забываем прожать лайк. Может быть 1100 наберем, хотя сомневаюсь. Саня, привет. Будешь поднимать качество видео на стримах 720? Никита, все печально, да? Напишите, печально, потому что я вообще не знаю, как делается это. Я с телефона стримлю все еще. Все еще с телефона. Чем Liberty Air 2 Pro лучше, чем Liberty Air 2? Liberty Air 2 Pro. Незначительно звуком, кейсом. Я не сравнивал в лоб. То есть это вот сходу звук, кейс. Форма. И не особо. Дима, я такой. Саня, а на ноуты не тестишь? MVG. Нет у меня денег на это дело пока. Но, возможно, появится. Саня, можно писать в инсте? Ты там отвечаешь? Нет, можно писать в телеграм-канал взаимопомощи. Это предпоследний комментарий в описании к видео. И все вещи, которые вы там пишете, я читаю. А также можно подписаться на телеграм-канал со скидками. Если вы хотите успевать покупать Poco X3 за 14 тысяч, не знаю там, что еще было выгодно. Соневскую колонку, которая везде 3200 за 1800 рублей. Эту колонку, которая везде 7400, ладно, окей, на распродаже она 6400 сейчас. Но я купил ее за 4400. И это, вот эти две колонки я купил буквально 3 дня назад. И мне их уже все домой привезли. T-Mall Forever. И еще плюс, конечно, локация Питера. Да, 720 на телефоне норм. Окей. Что скажешь? На телевизоре смотреть немного больно. Ну, скузи. Я постараюсь что-нибудь сделать, я подумаю.
Но мне опять же нужен человек, который шарит в этом, потому что я со стримами, я как обезьянка с гранатой. Я кому-нибудь заплачу, они мне настроят, потому что проблем камеру купить у меня нет вообще никаких. Когда сравнение микро в наушниках? Такир, скоро. Саня, сколько у тебя ножей? Здесь лежит 3. Понятия не имею, зачем я их, кстати, положил. Наверное, потому что я думал, чем вскрывать кнопку YouTube. Которая, кстати, стоит там. Нет, 1100 мы не наберем, я чувствую. 1100 лайков наберем или нет? Ваши ставки, господа. Базеус W09, как наушники, старенькие уже, слишком старенькие. Классная картинка и звук, все окей. Виталий, я очень рад, что вам она подходит. Ну, тебе надо просто OBS 1 настроить и все на ноутбуке. Близкий. Я понимаю, о чем ты говоришь. И мне стыдно, но мне жалко времени, и я не понимаю, с какой камеры мне это делать. Наберем, ну посмотрим. Смотрю на 55 дюймах не очень. Окей, буду пытаться что-то делать. Польза, здравствуй, увидел тебя вживую. Ура, наконец попал на стрим. Я безумно рад, что вы зашли. Спасибо. Meizu Pop 2S. Стоит ли взять за 38 баксов? Да вообще это все очень так на тоненького, потому что у двойки был тихий звук. Ставлю подписку на канал, что наберем 1110 лайков. 1100 лайков. Ну что, теперь я до утра не закончу стримить, чтобы не набрать 1100 лайков. Иначе вы отпишитесь, правильно? Что лучше, Anker Q30 или Marshall Motion Plus? Банс-бан. Проблема в маршалах, лично для меня, они мне по форме вот головы не подходят. Это, конечно, уровень идиотизма беспредел. Но вот анкера подходит по форме головы. Соньки вообще шик, блеск, красота. А сколько я маршалов не примерял? Ну вообще никак. То есть это какая-то печаль. Вот это Соньки. Тоже норм. Кстати, анкера очень жестко слетают. То есть если Соньки таким образом пытаться сбросить, то будет норм. Надеюсь, я не стану героем мемов, потому что, если честно, не хочу. Так, привет, подписан на канал полгода, первый стрим. Вот, видите, все, слетели. И так у большинства, кому я давал. Люди знакомые, у меня, Лев, тебе привет, в миксайдерах бегают, кстати, по поводу бега и спорта. В Крыму Алиэкспресс не работает, беда. Как я знаю, доставляют через кого-то там. И даже Meizu не слетают так. Соньки классные, но дорогие, да вообще космос. Да, 1100. Спасибо большое за то, что проставили лайки. Это единственное, что может пихать мой канал. Почему? Потому что нет у меня молодежи и не будет с таким форматом, так как я не собираюсь танцевать канкан, пытаться вас развлекать странными голосами и рассказывать о девайсе из разряда «я его выдернул, зашибись, берем». Как бы подход у меня, к сожалению, другой. На это тратится много времени. Я это сам выбираю для себя. И я думаю, вам это дело заходит. Зато мне есть о чем рассказывать на стримах, правильно? Когда ты сам тестируешь, когда ты сам помнишь. Денис Распускалов, вы уже спокойно стали бы спонсором канала. Вы уже второй раз мне подкидываете. Спасибо. Вот. И мы бы с вами завтра общались уже практически тет-а-тет. Ладно. Звук — это 70% успеха стрима и видео. Некоторое время занимался съемкой, могу что-то посоветовать бесплатно, если интересно, по поводу камеры и звука. Буду очень рад, можете написать мне в ВК. Не очень много, кстати, народу помогает периодически. Но вот со съемкой 0. Я помню, что мне кто-то делал, я не вспомню имя, но ему я безумно благодарен, у меня до сих пор я его периодически смотрю. Это сообщение делал мне логотип. И вот один из этих логотипов все еще у меня в телеграм-канале в канале для стримов. Вот, как думаешь, что лучше взять из полноразмерных для зала с поп-звуком? Sony 1000. Та-да! Банальный вопрос. Если тебе приходилось бы выбирать один смарт и использовать, какой бы? OnePlus, Pixel или Huawei? Или вообще iPhone? Планируешь ли покупать MacBook? Планирую покупать, скорее всего, я купил бы себе iPhone 12. Денис, спасибо большое. Завтра увидимся в 9 вечера. Надеюсь, если сможешь прийти. Как стать спонсором? Я не знаю, там должна быть кнопка «Стать спонсором канала». Вот. И когда вы станете спонсором, вы можете приходить в понедельник на стримы. В этот понедельник я благополучным образом буду разыгрывать какие-то вещи. Не всегда, но 100% в этот понедельник мы разыграем завтра триггеры за $50. И через понедельник уже 100%, я думаю, Huawei Watch GT 2. У нас уже достаточная тусовка. Они не новые, но не убитые.
Здравствуйте, вы тестировали наушники Edifier TVS 1 Pro? По-моему, да. Может быть, нет. Скорее всего, если я не сделал на них... Я, по-моему, тестировал, но они мне не понравились. Подскажи шнурок Bluetooth от Honor или OnePlus. Если Pro версию, то от Huawei. Если обычную, то OnePlus Z. Если дешево. Дешево и сердито. Вот ты когда бегаешь, скорее всего, не берешь телефон и слушаешь музыку в сопряжении с часами. Как они звучат смарт-часами? Иван, я включаю музыку только в случае, если мне необходимо их протестировать. Я не бегаю с музыкой. Виктор, зашел. Я думал, ты не придешь, вот честно. Ромарио, привет, спасибо. Насчет молодежи ты не прав. Мой сын 16 лет тебя смотрит с удовольствием. Это удивительно, еще раз повторяю, потому что у меня есть аналитика. В аналитике до 17 лет всего 3%. Но это круто. Спасибо за подгон. Появилась кнопка «Поздравляю». Александр, у меня кнопка уже 1,5 года. Я отношусь к молодежи, твой контент мне нравится. Хэнфия, но я тысячный раз повторяю на стримах. Мой контент исключительно для тех, кто умеет читать. То есть, если тебе лень читать, если ты не пытаешься разобраться в какой-то железке, я понимаю, почему тебя выворачивает от моего сарказма, от моих стримов, от моего подхода к железкам. Это неудивительно. Притом, опять же, я не считаю себя мозгом. Я просто человек, который любит железки и у которого просто уже чертова туча опыта. И да, у меня отношение ко всему через деньги. Почему? Потому что я это дело покупаю. То есть я понимаю, что если я покупаю какую-то вещь, она должна своих денег стоить. Если она не стоит, я вам об этом говорю. То есть я иногда говорю по поводу вещей за 3000 рублей, что они супер-мега-топ. Иногда говорю по поводу вещей за 10 тысяч рублей, что они хлам. А иногда говорю за 30 тысяч, что топ. Вот Соньки тысячные, я их там разругал, но они топ. Эти Соньки, посмотрите обзор. У меня там, наверное, человек 600 отписалось после того, как я их захейтил. Но я их советую. То есть они во всех моих топах. В этом-то и магия. Я стараюсь сделать обзор так, чтобы люди узнали про все недостатки. Да, какие-то они натянуты. Логично, что люди, когда смотрят обзор, они заряжены на покупку. То есть они смотрят подтверждение своих слов. И я не пытаюсь их переубедить не покупать, я пытаюсь показать им другую точку зрения. И в конце, конечно же, резюмирую. Мои вопросы что-то пролетают. Дмитрий, я просто не на все успеваю отвечать пока. Подскажи нормальные часы для Mi Band 5. Нормальные часы Mi Band 5? Да, нормальные. И 5 таких я разыгрываю ежемесячно на канале. Про прохожие это Misfit Neo. Угу. Если не Sony 1000, что-то побюджетнее из полноразмерных. Анкера Q30. Welcome. То есть, как бы, из того, что вот мне конкретно нравится. Если опускаемся по бюджету ниже, это либо миксайдеры, ну и опять же, либо Meizu HD60. Звук топовый. То есть, ну вот, как бы топовый. Василий, спасибо за подход. В 9 вечера, надеюсь, завтра увидеть, если сможете. Будем разыгрываться и общаться. Железки это та еще наркомания. Занимаюсь съемкой, мои железки очень дорогие, но зато такие же, какие же они клевые. Денис, ну, у меня даже на камеру пока жаба душит. Почему? Потому что я не смогу ей нормально пользоваться. То есть я понимаю, что Huawei P40 Pro это верх, ну не верх, ладно, окей, когда я дострою, точнее доремонтирую объект, через месяц я буду покупать камеру однозначно. Добрый вечер, какие лучшие, Pamu или Meizu Pop Pro? Однозначно Meizu Pop Pro. Pamu не хорошие наушники, опять же, это мое субъективное мнение. Если вы думаете, что я наушники тестирую из разряда, вставил себе в уши такой, на 5 секунд выбросил и все, хлам, шлак или наоборот супер топ, нет. Я даю людям, которые просто больные по звуку, я даю людям, которые являются музыкантами. Знаете, когда очень часто мне на стримах либо в комментариях пишут, там есть музыканты, чуваки, есть Киркоров, есть Кристина Агилера, есть люди, которые в опере выступают. А есть миллионы музыкантов. Я не пытаюсь их оскорбить, но вот те же музыканты мне пишут в комментариях, кому что-то нравится или не нравится. Музыкант это не медаль, это не человек, который я всеведущ. Звук у всех, как и вкус свой. Это как с бутылками с вином. Я миллиардный раз повторяю по поводу вина. Сомелье. Если кто-то покупает бутылки вина, если кто-то читает эти журналы, я уверен, что кто-то из тех, кто меня смотрит, покупает вино. Вы замечаете, что в топ-10 бутылок стабильно бутылки до $10. То есть реально в топ-10 мировых вин входит вот то же самое со звуком. И плюс, да, это нужно с закрытыми глазами тестировать, и это должны быть обычные люди. Вы не как музыкант себе покупаете, во-первых. Во-вторых, музыканты, они пойдут и послушают где-то, и у них тоже у всех слух разный. Если бы вы прочитали хотя бы половину из сотен сообщений, которые мне писали по поводу наушников, допустим, те же Sony 1000 и Anker Liberty R2 Pro,
Вот это вот два мастодонта, и половина народа пишет: чувак, вот это вот супер топ, я пошел послушал их, а это хлам. И вторая половина пишет, что вот это хлам, а это супер топ. Вот и вся магия звука. И один в консерватории работает, и второй. Вот. У меня очень друг больной на тему звука. Дима, тебе привет, если ты смотришь стрим. А дальше Сани, стрима молодежь. Окей, ты говорил на прошлом стриме, что подумаешь над моей админкой. Окей, напиши, Хэнфия. Я тебя сделаю там админом. Но не чуди. Amazfit Stratos 2S, Honor Magic Watch 1, Xiaomi Kala Watch. Что взять? Есть топ-10 часов на канале, но там их, по-моему, нет. Я бы взял... А для чего? Realme точно не брал бы. Для чего? Если для спорта, Stratos 2S. Опять же, почему, кстати, многие покупают Stratos? Отвечу вам на страшный вопрос, который, скорее всего, вы себе задавали. Вот я рассказываю о Стратосах, и почему многие Стратосы первые, вторые, третьи покупают. Это не люди, которым важно, что туда можно подключить нагрудник. Это не люди, которые могут пробежать двадцатник. Это люди, которые 3 меня, вот так чувак стоит, и у него Стратосы. Я спрашиваю, зачем ты их купил? Он говорит, так выглядят нормально на моей руке. То есть 120 килограмм, 140 живого веса, он понимает, что у него рука, как 2 моих, и вот эти массивные часы, они выглядят норм. Вот и все. Ну да ладно, зло абсолютно. Нет, это так не работает. Изображение годное, если бы ты не сказал, что с телефона ведется съемка, я бы не понял. Можно сказать атмосферу, можно создать атмосферу, подобрать фон, но как бонус, так как главное это инфа, которой делитесь с нами. Да, ну единственное, звук не самый хлам, я надеюсь. Главная информация. Я говорю, и самое важное, что, видите, у меня хобби, я ее собираю. Я ее собираю и выдаю вот так. Я не последняя инстанция, говорю, но я могу сказать, что конкретно для меня, как для пользователя, лучше. Меня спрашивают очень часто, что с новинками, почему я их не делаю. Я вам слово даю, что у меня почта завалена просто китайцами, которые пишут, чувак, расскажи о вот такой-то, такой-то вещи, мы ее завтра будем рассказывать о ней. И платят они прямо овер много. То есть у них бюджет эгегей, йо-хо-хо. Мне просто тупо озвучить, им даже лицо не нужно. И когда вы говорите, что почему нет, вот, наверное, поэтому. Когда будет, может быть, отдельный канал, какой-то формат, и я буду делать заключение какое-то. Я пока не знаю, как рассказать, потому что люди побегут под предзаказу, купят, и потом напишут мне, чувак, ты плохой. То есть сейчас мне кто-то пишет, ты плохой, в основном за то, что я что-то не советую. Да какое? Всегда за то, что я не советую. Либо кому-то брак приходит, они возврат не знают. Андрей, спасибо, что перешли на уровень спонсоров. Это большая поддержка. Не забываем прожать лайк, кто пришел. 5 мибендов 5 серии разыгрываются раз в месяц на канале. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Плюс разыгрывается еще чертова туча всяких девайсов. Это Hacky Time 5 штук в этом месяце. И 2 комплекта геймерских триггеров крутых по 50 баксов. И завтра один такой комплект среди спонсоров я, кстати, разыграю. Это не входит в те 2, если что. И может быть еще миксайдеры. 2 пары будут. И еще может быть что-то я забыл. Но это не важно. В общем, чего-нибудь доразыграем. Учитывая, что стримы с лицом, мне будет стыдно мало чего разыгрывать. Поэтому, думаю, разыгрывать будем много. Нужны небольшие часы 42 мм с хорошей аналитикой для сна и айфона. Тогда Apple Watch. Apple Watch или GTS 2. Мнение в плане функционала. Давайте откровенно, GTS 2, вот ZEP, оно иногда банкет устраивает. И не только с этими часами. Поэтому я бы выбрал Apple Watch. Саша, на что стримишь сегодня? OnePlus 7T Pro, просто нормальный роутер у меня стоит и просто нормальный интернет в Петербурге. Вот и все. Это плюс, говорю, это как плюс логистики. То есть я сейчас вам рассказываю о распродаже, которая идет на Али. 2 дня назад заказал 2 колонки на халяву, 1800 рублей. Извините, если, кстати, бесит вот такие слова из разряда халява, могу говорить дешево. Потому что я не совсем понимаю пока, какая у меня аудитория. Будем потихонечку друг к другу притираться. Вот, хотя вроде тусовка норм. Так вот, эту Соньку за 4400 купил. И уже пришла. 2 дня и все. Большое отличие по звуку между Meizu HD60 и HD60 ANC. А у меня только одни были. Что за новости? Халява норм. Новости в плане, ну вот говорят, допустим, пишут, расскажи про новый телефон, который выходит там через месяц. И дают видеоряд. И говорят там, вот тебе там 300 баксов, на своем канале выложи. И я такой, если говорю окей, я получаю 300 баксов. И в принципе ничего в этом плохого нет. Как бы.
И можно, наверное, так зарабатывать. Но пока у меня нет на это времени, желания и денег. Ну, видите, рассказываю. Первый раз вижу, что именно халява норм. Окей. Что за тумба сзади? Скажи, как открывается. Покажи в Икее. Не нашел, как называется то, что... Так, сзади у меня стоит комод обычный, икеевский. И открывается он стандартно. Вот. Это, я прям рекламщик Икеи сегодня, чувствуете? Это стол точнее, который поднимается и опускается. Я даже поставил себе барную стул. Если я буду умирать, и его я купил бэушный за 1500. Все остальное новое. Но это не из разряда, это не студия. То есть это я себе дома покупаю. В студии я буду покупать другие вещи. Дороже. Вот. Что за Stratos или Galaxy Active 2? Galaxy Active 2 для спорта, Stratos 3, наверное. Но я так вторые не тестировал, понимаете? Вы спрашиваете у меня про то, что я не тестил. Я хотел узнать твое мнение о Mi Band 5. Они хороши. Посмотрите эти браслет. Браслет у меня несколько обзоров на канале был. Саша, литературный язык всегда будет в моде. Евгений, спасибо. Как это называется? Поправили. Дальше. Благодаря твоим обзорам купил GTS 2E. Спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, они вам зашли. Стоит ли в качестве второго смарта брать Pixel или OnePlus? Кстати, неплохо было бы протестировать качество и точность GPS в смартах. Для путешественников было бы интересно. Как габариты, Pixel топ, но цена прям супер-мега жесткая и жестокая. Вот, поэтому я бы советовал вам купить либо Pixel, не Pixel, а OnePlus какой-нибудь, как второй телефон. Но он по габаритам побольше. Какой часовой пояс? 21 по Москве. 21 по Москве, и сейчас у нас 20 часов 20 минут. То есть, я думаю, весь активно-политический народ уже вернулся, за что я им благодарен. Вот, я пассивно-политический вопрос. У меня пассивный подход, я думаю, все знают, кто от этого отворачиваются от людей. Ваше право. Я думаю, что все плохие люди. Как там те, кто на гондолах плавают? Вот примерно так. Но сегодня я бы сходил, если бы не стрим. Посветить в небо, как бы так. Просто с той точки зрения, что я не хочу просто так где-то надолго присесть. Дальше. Так скажи одно. Какие наушники лучше, ZMI PurePods или Meizu Pop Pro? Однозначно, что из этих двух пар лучше Meizu. Гондольеры, да, Андрей. Я думал, что это все-таки мат, но будем считать, что не мат. Отправьте на проверку. Дальше ты скажи одно... Не понял. Натымол не успел. Каким рюкзаком сейчас пользуешься? Meizu 2. Тестирую. Студия — это же деятельности, то есть планируешь обзорами заниматься, зарабатывать. Но это как бы как мини-офис, если честно, потому что мне там необходимо одну штуку сделать. И так как там будет несколько помещений, почему бы не сделать одно студией, правильно? Вот, привет, только что подключился, вот ты какой. Примерно так и представлял, только с зимней щетиной. Она была, но, как вы понимаете, женщины к ней относятся не очень хорошо, а я жену люблю, поэтому я ее сбрил. Вот. Круто, что отвечаешь на все комментарии. Ну, не на все, но читаю я все. Что скажешь про Mif O5? Я скажу, посмотрите обзор, Вацлав, но это уже старенькие наушники, есть много чего интереснее. Мне сегодня летняя резина пришла, и кровать новую привезли. День удался. Виктор, поздравляю. Не забываем прожать лайк, может 1200 наберем. Чем сбривал? Сбривал я стандартно свои Xiaomi-шные Midge. Вот квадратненькая у меня Xiaomi Midge бритвой. Вот. Купил себе после обзора массажер. Хороший аппарат. Рад, что вам нравится. Саня вышел из сумрака. В прямом смысле. Не, жена не будет появляться. Жена... Зачем ей? Ну, чуть-чуть. Откуда такое влечение к наушникам или к связи? Мистер Найт, допустим, прямым текстом наушников на канале меньше трети. Это раз. Два. ТВСки, вот как я заметил, их не особо кто-то обозревает. То есть, либо это фейерверки, то есть люди вскрывают, такие, о, бах, бах, беги покупать. Либо второй вариант, это магаз. Вот. И в основном у всех аргумент, я же личность, я же мозг. Я там, у меня миллиард регалий, поэтому слушай. И, наверное, так же, как с телефонами, довольно просто обозревать честно. Вот сформулирую так.
Дальше. Эх, скоро мне придется смотреть обзоры на бритвы. В течение года плюс один просмотр каждому видосу про бритвы. Нет, Ханфи, я советую, если честно, покупать всегда Браун, Philips или Panasonic. У меня просто тупо был, опять же, случай, когда я на Panasonic свой пытался купить лезвие и понял, что они дешевле бритвы. Точнее, дороже, чем бритва от Xiaomi новая. И поэтому я купил бритву. Как тебе наушники Bose? Дорого, для меня они... Ну, как бы я не буду. Нет у меня обзора на них, они, скорее всего, не появятся. И мне на них денег жалко. Нет, только свет. Светлана Ким вообще вас представляла другим. Скузи, как получилось. Дальше, когда распродажа начинается, она все еще идет, Иван, можете зайти в описании к видео, есть телеграм-канал, первая ссылка со скидками. И вот там предложения, которые были за последние 4 дня, я думаю, у вас челюсть отвиснет, потому что у меня отвисло на некоторые цены, особенно на Norton 10 5G, когда я увидел его за 17 700, а я буквально месяц назад с пеной у рта всем доказывал, что 19 это просто фейерверки и такой цены не будет. Будет. Когда закончишь тренировать сумку Meizu, тестировать сумку Meizu? Кич, я сумку Meizu уже выгрузил обзоры, я тестирую сейчас рюкзак Meizu, второй. Какой телефон лучше за 10 тысяч рублей? Как закончу, так закончу. За 10 тысяч рублей, за 9 тысяч Poco M3, когда идет распродажа, лучший. Вот. Саунд с бум-бум-бум не успел. Молодой такой, если бы не знал, сколько тебе подумал бы, что мне, что как мне 26. Не-не-не, мне 37. Я мамонт. Прям вообще. Просто говорю, заряженный мамонт. Мне не до лабутения, как. Ну, говорю, очень много крылатых фраз в моей голове, которые я как заведенный повторяю. И как-то оно меня стимулирует. Говорю, а еще раз повторяю, как вот уже 2 негативных прям жестких комментария было. Когда ты четко понимаешь свои недостатки, это позволяет тебе куда-то двигаться. То есть больше всего, если честно, меня расстраивает, когда люди, опять же, тюб. То есть ты смотришь человека, а потом видишь, как он в прямом смысле жиром заплывает с годами, потому что у него прибавляется денежек, у него прибавляется статуса, и не только по контенту он заплывает, но и физически, то есть 2 в 1. И у меня такого не будет. Я буду всегда дрищом, я вам обещаю. Ну, только если с щитовидкой какой-нибудь штуки не случится. Потому что, как у меня один знакомый говорил, волка ноги кормят. То есть, если человек не на движнике, ну вот моя конкретно жизнь, она вся связана с движником, то значит, где-то ты халявишь. Вот, казалось бы, причем здесь велосипед... Не, это я вообще не про него, Элизар. Он как был таким, так и остался. И не хочу его теперь... Уже не хочу его вспоминать, потому что он попер в политику, он делает грязь и в общем, и вот так литературно я могу охарактеризовать свое отношение к этому человеку. Но мне до него, как до Китая, и никогда я даже подобным не буду, поэтому мне не важно. Ну, пусть делает, как и делает. Это медиаперсона, это медиа. Техника Apple очень нравится, очень... Нет, я не про него, кстати, говорил Крис, таких очень много. И растущих тоже. То чувство, когда Poco X3 на руках норм, я еще раз повторяю, что Poco X3 продавался за 14 400 или 14 700. Нужны круглые женские часики с аналитикой для сна и для айфона. Все обзоры на канале уже посмотрел. А потому что круглые, не знаю, а женские с айфоном только Apple Watch, иначе вас девушка съест. И будет права, и будет есть все время. Да, Влад Пор это вообще не тема для разговора. Я говорю, этот человек... ладно, это ОРТ. Это просто ОРТ, туда бахают денежки, и мы все смотрим. Я не смотрю. Саня, как бросить курить, посоветуй. Джим Йозеф, только гнобить. Себя гнобить каждый день, что ты слабак, что... Ну, просто да. Потому что если кто-то там смог, а такие люди всегда рядом есть, которые, как мы считаем иногда, сирые и убогие, а они могут, а ты нет. Ну и реально, и кто ты? Рядом не валялся. Так себя гнобить. Прочитай Алена Кара «Легкий способ бросить курить». Для меня, допустим, явилось откровением. Я всю жизнь думал, когда я курил, что сигареты меня успокаивают. А когда прочитал, что ну, как бы там нечему успокаивать, наверное, на следующий день-то я и бросил. Да, и вот до сих пор не курю. Ну и плюс, если ты планируешь когда-нибудь детей, 138 ядов и 14 канцерогенов, почитай про детскую смертность, про смерть до года, допустим. Это синдром внезапной смерти у младенцев. Почему года детские смерти не входят. И это вот все твое здоровье, оно может, к сожалению, повлиять на твое потомство. Это факт.
То есть это вещи, которые я сейчас даже говорю, я понимаю, что это не позитивно влияет на стрим, это не позитивно влияет на канал. Допустим, мое радикальное отношение детей бить нельзя. К религиям я ко всем хорошо отношусь. Я считаю, что если у тебя есть Бог в сердце, и ты можешь в кого-то верить, во что-то верить, это круто. Я не могу. Но это, опять же, позиция. Может быть, она поменяется. Многих знаю, что поменялись. А вот по поводу какой-то жести из разряда. Жесть это потому что, ну, говорю, я не знаю своих знакомых, кто хорошо зарабатывает и употребляет. А хорошо это прям хорошо. Это очень много. Вот. Soundcore, Soundpit Dot 2 для спорта или норм, или уже есть что-то получше? Не знаю. Верьте в меня, я точно есть. Да, зло абсолютно. Ты однозначно есть, потому что ты недавно выиграл часы. Вы пользуетесь постоянно массажером для глаз. Стоит брать, помогает после 8 часов на компьютере. Нет, постоянно не пользуюсь, помогает, но это не панацея, лучше высыпаться. Ладно, пока спать. Владимир, спасибо. Не забываем прожать лайк за труды. Может, наберем 1200 лайков. Будет странно. Саня, я не юзаю 8-ю версию. Не юзала я 8-ю версию OnePlus, к сожалению. Вот. Спасибо за ответы, за стрим. Досмотрю записи. Заказал 5 минут назад Anker P2. И они вас не разочаруют. Я прям почти на 100%, почти 99% уверенности. Брак бывает разная форма ушей, но... Виброшар стоит покупать, не знаю, что это такое. Какую музыку слушаешь и какой тестируешь наушники? Ее очень много. Уже не могу сказать, что чем-то одним. SRC XB23 или Tronsmart Element T6+. Anker, любые. Что с Realme 7 Pro? Стоит его рассматривать к покупке? Нет, он норм. Но можно Realme 8 Pro подождать. Realme 9 Pro, 10 Pro, 11 Pro. Так, наушники Hello GT1 XR стоит брать? Почему нет? Сам бросил курить уже лет 15. Таблетки помогли и не мне одному. Но это отлично. Поздравляю вас. Давайте 1200 наберем и закончим, наверное, стрим на сегодня. В следующее воскресенье, если вы хотите видеть мое лицо, желательно написать об этом в комментарии, потому что там уже по поводу моей формы, фигуры лица и чего только не было в чате я уже видел. Это называется подпитать самобичевание, но и черт с ним. Вы лицо показали, да я в курсе на iSpeak. Брось курить просто, главное понять, что если не да хорошо, конечно, хотим. Ну, я говорю потом в комментах, Зима, спасибо. Про Saleable, что купить, Real... Ничего не понял. После Saleable... Какие наушники для айфона посоветуешь? Если у вас есть деньги на iPhone, купите AirPods. Желательно Pro. Отлично выглядишь. Спасибо большое. Я не ролфю, я говорю, я читаю комментарии свои. То есть Roger Black, это... Понятно, вы имеете в виду эффект типа похвалите, бла-бла-бла. Не-не-не-не-не. Я же вижу комментарии, которые забанены ютубом, и вам бы они, как и мне, не понравились бы. Дальше вставай на лыжи, здоровьем будешь не обижен. Да, самое главное. Да, мы такие дрищи. Привет, посоветуй рюкзак, у меня 90 point, такой, как ты на обзор делал с Кандура. А зачем тебе другой рюкзак? Я говорю, вот по поводу этих всех тем, знаешь, я с бизнес-паком вторым хожу. То есть, когда у меня, вот, допустим, мой рюкзак с Meizu, от Meizu сейчас я его протестирую по-хорошему, я перейду опять же на бизнес-пак 2. То есть все очень просто. Туда можно запихать мой 17-дюймовый ноут. Как один человек мне написал, мой ноутбук 17-дюймовый не запихать. А я смотрю по спекам, а он не 17, он 17,6. А учитывая, что в обзоре я сказал, мой 17-дюймовый ноутбук можно запихать, вопрос дня. Как человек слушал? То есть надеяться на магию, что 17-дюймовый ноутбук влезет в рюкзак, который под 15-дюймовый рассчитан, но... В общем так, разбираешься ли ты в автозвуке? Пока нет, но планирую. В Питер переехал, да, Дмитрий. Вы должны игнорировать негативные комментарии. Диана, если бы я был другим, канал бы был другим. Будешь делать обзор на QCY T11? Я их заказал, по-моему. Наверное, буду. Привет, какие наушники беспроводные до $20? Redmi AirDots 2. Все. С лицом отлично, как будто с хорошим знакомым. Так оно и есть. Лампа-то все еще на месте. Стрим все еще ламповый. Только рук меньше, и они длиннее. Просто я купил другой ноут, теперь... Ага, смотрите, какая магия жизни. Надо вот сюда поставить. И чуть-чуть поднять.
Ей! Поздравляю с тем, что кнопка пришла. Lost Man, вы не совсем поняли, кнопка у меня уже, ты не совсем понял, кнопка уже у меня 1,5 года. 1,5. Ноутбуки Honor норм или нет? ZK исключительно на 11 ноября, то есть когда идет распродажа, может быть. У меня все рюкзаки, все в виде тон, что-то там. Кого-то там исключили. Матвей, здорово. Пишите аккуратнее, потому что я стараюсь всем отвечать. И если сообщение будет на полстраницы, к сожалению, всем ответить не смогу. Nice Peak, я не знаю про кого, но спасибо. Я дурак, окей, не думаю, что вы дурак. Приобрел GT5 и не могу подключить по кодеку ASIC к смартфону Redmi Note 5. Смартфон. Вот и все. То есть, понимаете, дело-то в оптимизации. То есть, когда-нибудь я сделаю этот ролик, который делают чертовы тучи уже блогеров, как звук вам приходит, почему люди, которые пишут, записывают звук и включают вам в ролики, считают вас мрачными идиотами. Ну, мрачными, потому что вроде в 8 классе большинство училось, но там контент на школьников. Почему, когда вы даже видите голову эту, в которую кто-то что-то записывает, исключая, может быть, я согласен, что каким-то образом можно шумодав показать, примерно, но даже близко не так. Вот, перманентный, что перманентный? Тестил наушники КЗС-2. Да, там много брака, лучше со стороны черной колонки. Окей, кстати, сам не успел. Скажи, ты подключал Realme Buds Air Pro к Realme Link? Нет, да, почему нет? Просто я не записал, скорее всего. Саня GTS 2E или Honor Magic 2, и почему? Studio Magic 2, потому что дешевле. На Игоря Линка похож. Рустем, спасибо за 100 рублей, но не спасибо за сравнение, потому что любое человеческое существо, включая меня, хочет быть не похоже ни на кого. Пусть слишком большой нос, пусть там, не знаю, мало волос, узкие плечи, но вот ты есть и ты есть. А копипаст это всегда плохо, особенно в моем возрасте, потому что стареют-то все по-разному. А в 18 лет все многие похожи. Нужны хорошие Bluetooth наушники для игр без задержки. Посоветуйте. Johnny Channel, их просто море, вопрос в стоимости. Посмотрите на канале, можете какие-нибудь там Red Magic посмотреть, недавно были. Сейчас по-рыхлому посмотрел на Alin 8T. Печаль. Global ROM, то есть неполноценная глобалка. Виктор, но она стоит... Вот я помню, кстати, OnePlus 8T 37 тысяч. Норм цена? Выкидывал в телеграм-канал со скидками. На себя похож. Андрей, спасибо, что скажешь про Vivo IQ007. Я скажу, что, Василий, я выкидывал ее в распродажу, потому что сам купил. По-моему, 18 я отдал. Или 16, или 18, где-то так. Не хочешь взять умный дом Xiaomi и вообще экосистему? Иван, нет, пока нет. У меня нет на это времени. Я говорю, вы не, может, у вас нет, может, у вас есть семья, но когда у тебя есть семья, работа, YouTube, какие-то там переезды, то мысли только об одном – не сломаться. Но это, в принципе, логично, правильно? Вот, не забываем прожать лайк за труды. Спасибо, что смотрите. Может быть, 1200 набрали. Очуметь. Спасибо. И напоминаю тем, кто первый раз зашел. У меня на канале ежемесячно 5 Mi Band 5 серии разыгрывается. Плюс несколько девайсов. Я не добавлял Hacky Time, Hacky Moon, 5 пар наушников. Одна будет скрыта, кстати. И две, скорее всего. И 2 пары триггеров по $50, плюс разыграю одну пару триггеров в понедельник среди спонсоров канала, и через понедельник уже, наверное, вот GT2 100% разыграю через понедельник. Имеется рюкзак Тигерну, топовый за свою цену, 1000 раз слышал, не заказывал. Как часто ездить на почту? Я не катаюсь, я хожу каждую неделю. У меня, еще раз повторяю, нет машины. У меня нет денег на машину, на ту, которую бы я хотел, и вряд ли они появятся. Потому что когда у меня появятся деньги на ту машину, которую я хочу, я, скорее всего, пойду и куплю лучше квартиру. Или дом лучше. Вот. Или вложусь куда-нибудь. В общем, ну а может быть, когда-нибудь буду совсем старым и все-таки куплю. Если я перееду когда-нибудь, кстати, планирую когда-нибудь переехать в Калининград, так вот, если моя голубая мечта осуществится, там я однозначно куплю машину, чтобы кататься на море. 1200, всем спать, удачи всем. Владимир, ну может быть тут кто-то приходит с Дальнего Востока. По звуку Meizu HD. А, не буду, потому что будет потом трэш-тока много. И те, и другие хороши. Дальше. Каким телефоном пользуешься, какие часы носишь?
Ношу GTS 2 сейчас, тестирую, потом будет GTS 2 mini. Заслали и те, и другие, без условий. То есть, как всегда, будет слегка хейт. Но там тема, вот здесь мне очень понравилось, говорю, вчера мне пришло оповещение, что я 12 часов стоя проработал. И как это первое мое в жизни такое оповещение, я работаю вот за столом, который не этот, но он рядом стоит. Это для стрима я купил. Вот, и про что я хочу, на все отвечаю, просто потерпеть, Андрей, надо. Вот, к чему это все? К тому, что давайте, да, дальше на вопросы. Саня, убери из админов Вячеслава. Георгий, нет, я считаю, фишка в том, что Георгий Иванов, вы не совсем знаете, кто такой Вячеслав. Вячеслав – это гипермозг моего телеграм-канала. Банит он за дело, опять же, мое мнение. И, к сожалению, да, в моем понимании это столб, потому что он разбирается во многих вопросах лучше, чем я. И между тем, каким образом он общается, и между тем, насколько он ценен конкретно для этого телеграм-канала, учитывая, что он делится своим опытом, однозначно я выиграю его, а не 1000 подписчиков или даже себя, потому что я сделал этот телеграм-канал для того, чтобы люди друг другу помогали. И он реально помогает очень многим. Вот. Такое и меня отдергивает вовремя. То есть он фанат самсунгов, я самсунги не люблю. И он очень много пруфов скидывает по поводу них, за что ему большое спасибо. Когда я говорю, там, с Пекими 11 лучше, он мне скинул, что у Samsung экран точно такой же, даже чем-то лучше и т.д. и т.п. Саня, привет, OnePlus 8T или смотреть уже на Mi 11? Я не буду никогда на Xiaomi смотреть вместо OnePlus, однозначно. А будет ли обзор часов Mobvai? Рустем, один раз я их купил, это хлам редкостный. Если я их куплю, то я выброшу деньги. Вы у меня их перекупите за 70% стоимости? Вот кто напишет мне ВКонтакте, что за 70% стоимости потом перекупит у меня часы Mobvai, даст мужское слово, я их куплю. Вот, но я 99,9 в периоде вам гарантирую, что это хлам. И они своих денег не стоят, даже 70%. А дальше машина, если не зарабатываешь ею, это только расходы. Однозначно, Алексей. Стрим с лицом, наконец-то. Да, Алексей, я тоже рад вас всех видеть. Не успел, купил наушники Sony 1000 MX3, офигенные. Да, они очуменные наушники. Спокойной ночи, Lost Man. Саша полностью согласен, Model Party, спасибо. Xiaomi улучшила работу Mi Air 2 Pro новой прошивкой. Окей, они были неплохими. Не удается открыть ссылку ни на стикеры, ни на спонсорство. Виталий, почему, не знаю. Вообще должна открываться. Возможно, вам нужно в браузере открывать, или вы не активированы. Посоветуй, пожалуйста, Realme X2 Super Zoom, нормальный телефон. Iceverge, нормальный за 26. То есть я его покупал товарищу за 26, сделал обзор, он его забрал, и вот 26 его потолок. Мое мнение. Hello Solar после Mi Band 4 норм. Ну, для красоты, то есть по стабильности нет. Будет ли обзор на POP 2S? Денис, так как вы сейчас спросили, давайте я напишу где-нибудь себе, я их куплю. Чего еще купить, кстати, пишем, как всегда. Привет, рад тебя видеть, спасибо за твои обзоры. Энди, спасибо, что зашел, не забываем прожать лайк, спасибо, что смотрите. Так, Meizu 2S. Meizu 2S. Сейчас куплю после стрима. Кстати, халява по ссылкам закончилась. Андрей, я об этом и рассказываю, о том, что я выкидываю горячие предложения, они на то и горячие. А выкидываю в 99% случаев для чего? Вот вы можете посмотреть, я там часто, ну ладно, не 9, до 9 из 10 случаев, когда я добавляю свой обзор, либо я этими вещами пользуюсь, либо я их сам купил. То есть я это реально через себя пропускаю. И к чему это все? К тому, что у меня в обзоре очень часто фигурируют цены. И потом люди спрашивают, да как ты умудрился это купить? Вот, пожалуйста, в телеграм-канале примеры того, как я умудряюсь так покупать. Давай Тигеру. Я подумаю. Тигеру рюкзак. Как по звуку наушники Sabat X12 Ultra? Есть обзор на канале. На такие вещи отвечать глупо, если я сделал на них уже обзор. Правильно? Это очень старые наушники, кстати. Если не хочешь говорить про ТВ-приставку, то хоть жене передай. Про ТВ-приставку я расскажу на следующей неделе. Просто у меня проблема с телевизором. Я еще раз повторяю, я переехал, ТВ-приставку протестировал, и текст уже готов. Не готово только видеоряд, а видеоряд, чтобы снять, мне нужно повесить телек, который я, кстати, еще не купил. Но у меня еще пока его негде вешать. Важный момент. В обзорах проверяй звук наушников не только на диктофон, а еще WhatsApp и сотовую связь. Studio, именно так я и начал сейчас записывать наушники по сотовой связи.
Разница может быть заметная, мой опыт 30 ТВС. Окей. Рустем, спасибо, постоянно смотрю ваши видео про наушники и стал доверять вашему мнению. Обзоры качественные. Спасибо, Рустем. Будете еще спонсором, можно будет еще в понедельник прийти, но так огромное, по-моему, это, по-моему, 4-й донат за сегодня. Я тоже GTS 2 взял, если бы не цену, за которую взял за 70 в жизни, не купил бы их за 200. А как ты за 70 купил GTS 2? Какой ноут примерно 700 баксов? У меня Asus ROG Strix 2 раза горел, еще живой. Сейчас на него смотрю ваши сообщения, и когда катал в командировке, монтировал там ролики, но не в 4К. Сумку простую, постоянную банан. Xiaomi была у меня такая, через плечо. Дальше, сумка Meizu, крутая очень, но она дорогая, потому что, говорю, на Тмоле иногда выгружают по 1500. Вот одну я Meizu купил за 1490, а вторую сумку купил за 3200, по-моему, или 3600. Какие наушники беспроводные дружат с телевизором? Все, если Bluetooth телевизоры нормально. А буду я сохранять этот стрим? Да, я не знаю, Виктор. Ставим лайк, если сохранять стрим, и пишем в комментариях. Элусив, приятно. Завтра приходите на розыгрыш. В следующий понедельник приходите на розыгрыш. Не придете, черт с ним. В 9 часов вечера завтра стрим для спонсоров. Не в формате. Надеюсь, вы не будете вырезать мои маты. Потому что там мы все-таки общаемся чуть-чуть свободнее. Там детей нет. Это же спонсорство. Дальше сумку банан берите Сейф. Ничего не понял, но окей. 15 тысяч при приоритете все. И камера, и память, и аккумулятор, мощный процессор, видеоядро. За 15 тысяч Poco X3. Окей. Чтобы вы меня камни не кидали. Дешевле 15. Realme 5. Realme 7 5G может быть. Но я Poco X3 бы взял. Сохрани на неделю, месяц. Окей. Какой монтажной программой пользуешься? EDAP. Денис, притом EDAP вообще самый мракобесный. Это, я думаю, что ты прекрасно видишь по монтажу. Я просто... сейчас загрузится. EDAP Elements Premiere. Вот. То есть вообще мозга не надо. Говорю, мне самое тяжелое, это не тяжелое, я очень беспокоюсь за тексты. То есть я реально стараюсь вложить туда все. Понятно, что видеоряд я уже подтягиваю. Почему? Потому что люди приходят ко мне за информацией. Потом кто-то там, 1/10 их приходит за оценочным мнением. И уже там 5% от оставшихся они слушают, что лучше. И, наверное, это самая важная для меня аудитория. Сохраню обязательно. Эдуард, спасибо за подгон. Почему не меняешь ноутбук на тот же игровой? Потому что у меня нет денег, и необходимость этого нулевая. То есть, еще раз повторяю, друзья, когда я рассказываю, что не стоит покупать новые часы, новые наушники, новый ноутбук, это логично. Зачем покупать все это, если вас устраивает старое? Артуяр, спасибо, что перешли на уровень спонсора. Увидимся с вами завтра в 9 вечера. Если что, приходите, там будет записи. Стрим с розыгрышем. Какие лучшие смарт-часы за 2500 рублей? Mi Band 5 лучше всех. Honor Band 6 как браслет, он выглядит как, кстати, часы. Часы я пока не распаковал, так бы сейчас выложил перед вами просто простыню. Потому что вот так вот, когда у тебя просто море девайсов, это удобно. То есть я могу всегда вам показать, могу всегда сравнить. И когда я делаю топы, я слушаю топы. Я не слушаю то, что у меня завалялось там позапрошлого года, прошлого года. Как формулировка меня вообще все время умиляет. Ну это же у меня, вот это у меня. Ну окей. Накажи себя нежно, потому что люди-то смотрят, люди пойдут и будут покупать этот хламантин, который дешевле, с Bluetooth версии 4.2. Эти люди будут потом идти покупать телефоны, которые уже не поддерживаются, типа Meizu, которые никому не нужны. Я говорю, я Meizu 17, может быть, и купил бы, но я же знаю, что это все, это смерть. То есть ему будет скоро хана. Дальше Sign Top Smart до 50 тысяч. Если на андроиде, то любой OnePlus. За 37 был 8T, но я его не тестировал, но я уверен, что он топ. И второй вариант, это Mi 11 за 49 продавался неделю назад, но вряд ли вы успеете его купить на Алишке. Epic Stream, Эндрю, спасибо, не забываем прожать лайк. Наберем 1300, будет круто. Почему? Потому что цифра 13, 31, 13 и все почему-то вот меня преследует. Единичка и тройка. Всю мою жизнь, вообще всю. Тройка и единица. Канал советую всем уже года полтора, пока только комментарии. Ну вот, жаль, что я посмотрел это только сейчас.
Алексей, и это хорошо. Я говорю, я каждый раз, когда делаю, это я себя не хвалю, чтобы вы понимали, это методология, я уверен, что меня смотрят и меньше канала, и больше, но если каждый будет задаваться вопросом, когда получает девайс, вот я пользователь, что бы я хотел об этом знать, именно негативного, то есть нарыть вот прям все. Позитивное, конечно, тоже. Но позитивное это ты открываешь рекламу 1,5 минуты, ты все знаешь. Сергей, спасибо за то, что стали спонсором. Нас теперь уже точно на часы Huawei Watch GT 2 хватит. Вот. Я думаю, GTS Mini я еще разыграю тогда через 2 недели. Ну, в общем, будет все весело. Какой телефон посоветуешь после Meizu до $200? Если для фото, то Huawei P40 Lite. Но там слишком много всего. Poco X3. $200 это, к сожалению, только Poco X3. Родился в 13-м доме и живу в 33-й квартире. Во-во-во. А дальше Саня, какой уже ответил, Xiaomi как бы изначально так и остались авторами кривых прошивок. Да, к сожалению, у Xiaomi такая печаль, что если ты покупаешь их девайс, ты должен быть морально готов к тому, что это при любом раскладе будет корявая штука. И когда говорят, что 120 Гц, 90 Гц, да хоть... Учитывая, каким образом они делают прошивки, да, у них есть какая-то там поддержка, да, можно устраивать там кастомы, накатывать и т.д. и т.п. Но это все всегда танцы с бубном. Если у них брать что-то, то вот говорю, Realme Redmi 9T. Redmi 9T, куда-то я уже запихал его. Вот, Poco M3 берете вместо него, он точно такой же. То есть Poco M3 такой же, за 9000 рублей. Во время любой распродажи. Во время этой распродажи также их продавали по 9 и 9300. Кен Горс, добро пожаловать в тусовку спонсоров. Спасибо, что спонсор. Топ-уши на Android для музыки, разговоров. Вот, и про Xiaomi я ответил. Так, я не успел ответить на очень важный комментарий человека, кто разбирается в съемке. Формат стрима класс. Можно задать любой вопрос и получить грамотный ответ, а не переворачивать тонны информации в интернете или ждать годный обзор. Денис, да, но я себя облегчил честно и подло стримы чем? Тем, что я помимо этого рассказываю, что смотрите топ-10. То есть, если вам интересно мое мнение, топ-10. Если вы хотите узнать чужое мнение, вы заходите в телеграм-канал, где 5000 человек. Я говорю, там фанатов Samsung, Sony, там фанатов Marshall, там такое количество людей. Я говорю, я ночью захожу, там 400 человек онлайн. Я очумеваю просто. Но единственное, главное там пользоваться поиском, потому что если вы в каких-то вопросах совсем тутунга, лучше сначала прочитать, что вы в поиске найдете. Потому что сарказм у взрослых людей, к которым я себя причисляю, ну, очень часто уровня бог, и не все дети это могут выдержать, либо адекватные люди. То есть вы сначала в тему включитесь, а потом спрашиваете, желательно. Это я вам советую, если вы хотите выжить там в экосистеме. Там больше людей не становится, потому что очень много людей банят, и плюс я не особо это дело пиарю. Вот. Урал начал делать Bluetooth колонки, интересно было бы посмотреть. Да у меня их много было на канале. Наушники чистить. Чем наушники чистить? А у меня есть такая штука. Спецнабор. Я на стриме каком-нибудь покажу, окей? Вот. Лучший бюджетный телефон до 40 тысяч рублей. До 40 тысяч рублей вообще никак не бюджетный телефон, но это OnePlus 8T. Еще раз, на селе был 37 тысяч на Али. Поздравляю с целой кучей событий. Да, событий куча, и может быть мы наберем 1300 лайков, потому что день хороший, потому что 13 крутая цифра. И я не перестану их выпрашивать, так как контент у меня взрослый, люди взрослые, они редко что-то куда-то тыкают. Так что если вы тыкнете, вам спасибо. Ты крут, 2 часа стрима, да хоть 7 мелока, но я кое с чем просчитался, я понятия не имею, насколько у меня разряжен телефон. Realme 7 III, ты его не обозревал? Нет, C3 не обозревал, но я, мне кажется, хочу его обозревать. Дальше, лучшая колонка до 30 баксов. Мифа A10 была в телеграм-канале за $20. Вообще, вот так. Meizu Pop Pro, ссыль поправь, нужно, не пашет. Наверное, раскупили, хорошо посмотрю. Было бы классно чаще видеть в рекомендациях телеграм периферию типа амбушюр. Окей, но обычно шандуру, но видите, я как бы не покупал это особо. Sony PlayStation Portable 1000 восстановленную стоит. Я боюсь такие вещи. Я прям боюсь. Вот. Дальше, Андрей периодически бывает, не только у тебя, Андрей. Дальше, что скажешь насчет Honor Spots Xpods Pro AM66?
Я, по-моему, их не тестировал. Я говорю, я очень не люблю говорить про девайсы, которые я не тестировал. О, Валерия, ты еще здесь. Очень приятно. Или ты заходишь периодически. Что скажешь про Baseus W01? А я тестировал их, по-моему, нет. Vivo TVS Neo или Oppo Enco Free? Как гибриды Oppo Enco Free прямо супер-мега топ. Если вы хотите получить чуть-чуть больше, чем вкладыши, то я советую их, если вы уверены, что они вам подойдут физически, скорее всего, подойдут. Ссыль в телегу кинешь, пожалуйста, набор для чистки. Окей. Внимание, вопрос, где затычки? Сейчас я напишу. Набор для чистки в телегу. Набор для... Сколько заряда? 5%? Так, 5 секунд, и либо мы сейчас отключимся. Я думаю, что мы постараемся не отключиться, правильно? Чтобы чуть-чуть стрим продолжить. 5% заряда осталось у телефона. Телефон и так безмерно крут, что так долго выжил. Вот. 334 кабеля. Привет, Лера. Что скажешь, Nintendo Switch? Был опыт? Nintendo Switch? Нет, не было. Интересная тема. Окей. Почему-то такого короткого... Опа, повернули обратно. Да, я 2 часа стою и могу попрыгать еще. Ну, периодически, да, нужно ноги